пока расскажу, как у меня дела. Лише якісь. Пока у меня шейдеры компилируются. Я сейчас жестко рисую все арты. Я почти доделала все свои долги, потому что пока переезжала, я не могла рисовать, естественно. Вот, я почти все доделала, что должна была доделать. Осталось только несколько вариантов писюнов для волка. И костюмчик для песика. Вот. И две тяночки, которые обжимаются, я их хентайная фури. Типа да. Привет, киберфури. Да. И там, короче, ну, вы видели на бусте, там обжимаются девочки. Но я их потом выложу, когда закончу. Типа даже заказчику я не могу это показывать. Но вам я скинула, да. Вот это фрик, конечно. Вот сюрприз должен быть. Вот. Я как бы рисую то, что человек еще пока не знает, что я там нарисовала. Всем привет, дамы, господа и мальчики, девочки, привет вам из Уфы, минут на 20 так на работе, пока обед. Нормально. Привет, мистер Виктор. О, мы с тобой почти 1 года рождения. Ты на год младше. Старики, вперед! Будьте счекали, да, я видела реакты. Вот, надо поскорее это делать. Я сделала также еще новый арт с киберпанком. Там будет типа жесткая перестрелка, ну вы ведь тоже видели на раскетче. Вот. Комиксы какие-то на хоррорную тематику создаете? Ня, я иллюстрации на заказ делаю. Мне пишут, я хочу вот так, вот это вот сюда, я делаю. Все. В основном рисую всяких персонажиков. Вот сейчас рисую концепт-дизайн для модели в VR-чат. Вот, мне нужно костюм доделать. Я тоже на работе, но пока я на улице, могу себе позволить с вами потусить. Да нормально. Я сама не знаю, сколько буду стримить. Рад знакомству, что по планам стрим. Пока что поиграю в Хогвартс, потом, возможно, пойду в Fallout, если надоест. Вот. Смотреть на ютубе нечего. О, нихуя она шевелится, только сейчас заметила. Оно так и было? О, прилетел. Ну-ка, смотри-ка на него. Да, я назвалась супер кринжово, это так и задумано. Прикольно, 3D-шка, сложно текстуринг, хотя если ПРБ не так сложно. Не, я не 3D делаю, я делаю концепт для 3D, я 2D художник. Вот. Я делаю то, что потом другой человек будет делать за меня. Вот. Я как бы идеи придумываю. А уж 3D-шт там за меня кто-нибудь за 3D-шт. Это уже к другим людям. Так, на чем я остановилась, собственно, я не помню. Потому что я из-за переезда, я, честно, уже все забыла. Сколько я не играла в это? Месяц? Что-то мы делаем. Ого, кто-то подрубил. Да, я подрубила, потому что, ну, надо подрубать, как бы, да. Я хочу подрубать почаще на самом деле, но у меня просто иногда не хватает сил. Вот сейчас минус 12 где-то на улице. Вчера было минус 26, так что я сегодня проснулась от солнца. Мне отсвечивает прям в экран. Я не знаю, что с этим делать, потому что тут освещение, просто куча маленьких лампочек на потолке. И я половину экрана не вижу, если честно. Ну, ладно, терпим. Чувствуется весна, ну да. Скоро будет еще теплее, так что
Буду подрубать почаще. Так, а что я хотела? Я хотела убрать очки. Сегодня буду без очков. У меня рестайлинг. Или может вот таких ходить в авиаторах. Нет, как училка, блин. Можно просто не носить очки? Спасибо. Что у нас по заданиям? Девушка, вернитесь к Наде в Нижнем Хоксвите. Угу. Так, это основные задания, это побочные, да? Финальный раунд, в нем определится чемпион школы. Угу. И мне дадут какую-то винешку за это. Че, пойдем? Скрещивать наши палочки. Сложно, честно говоря, в ритм входить. Я почти не отдыхала. Надеюсь, у тебя получше. Большую часть времени я смотрю в потолок. Так что не знаю, лучше ли это. Смотрела срачи на ютубе, устала от них, решила в пизду, пойду лучше в Хогвартс играть. Я думаю, какие-то клоуны. Так. Как относишься к яишкам концептер? Ну ничего, делают свой слоп. И делают, как бы меня это особо не касается, потому что ко мне приходят с этими яишками, нагенерируют какую-нибудь фигню, потом говорят, блядь, не Нора, ну сделай мне нормально, пожалуйста. Я тут нагенерил говна, ну давай ты нормально мне сделаешь, пожалуйста, на денег. Как бы так что у меня все нормально с этим плане. Я не особо переживаю. Но если вы, типа, выставляете свои арты, а это яишки, ну я такая, типа, да, чел. Посадился бы. Потому что это за километр видно. Так, а куда идти-то, блин? Что-то я не понимаю. Да кто придумал вот такой маркер сделать? Сюда можно выйти? А, окей. Блин, ну внешность вот этого именно самого замка мне тут нравится прям. Лампово. Это то, чего я хотела видеть в старых Гарри Поттерах, знаете? Крутой подход, спасибо. Что-то прогружается медленно. Ну, потому что оно у меня не на DLSS, да, стоит. Надо, по идее, его переставить. Но у меня он маленький, этот диск. О. Ревелио. А это статуя волшебника Дезмонда, долговязого, высокого и худого волшебника, который, кажется, очень гордится собой. По какой-то причине никто не знает. Это мистер Твен. Смотрите, это мистер Твен в старости. Только он бороду почему-то отрастил. Приклеил, наверное, чужую. Что вот с этим делать? Я так и не посмотрела гайды. Что вот с этим совсем делать? Потому что оно непонятно как-то. Там есть какая-то... А там просто сундук, да, и все? Надо ли оно нам? Да, наверное, какая-нибудь внешка лежит, да, или что-нибудь такое. Хорошая киса. Мяу. Как хорошо, когда твой персонаж изначально нервно-слопиум, и подходя к художникам, они все равно хотят твоей смерти, потому что твой дизайн слишком сложен. Ну, ты просто у новичков, наверное, заказываешь арты. Вот. Поэтому они не понимают, как это рисовать. Ну, типа, надо приходить к людям, у которых, типа, опыт есть хотя бы лет 5-10. Тогда они такие... Бро. Что ж, мне пора, удачи, весело провести стрим, а меня работа не ждет. Мы увидимся еще на просторах Твича. Давай, давай. Удачки.
Можно аппликацию тоже использовать, я думаю, почему нет. Ну, этот, мудборд называется. Мудборд. Люкан. Привет, киса, волшебница местной чернокнижки. Привет. Так, к финальному раунду уже все готово. Привет, Люкан. К финальному раунду в скрещенных палочках уже все готово? Сегодня важный день. Вот и настал решающий момент. Сейчас мы узнаем, хватит ли тебе подготовки и самоотдачи, чтобы победить. Попробуешь войти в историю? Да, я нет. Я не помню, на что нажимать, но мне пофиг, пошли. Да, непременно. Прекрасно. Дуэль будет с партнером? А если нет, прикиньте, вот я сейчас затащу в одиночку. Я буду одна. Тогда начнем. Давай. Эта игра будет по-настоящему победной. Вот это по-нашему. Против четверых? Нихуя себе. Ладно. Куда нажимать? Подожди. Пробивайте красные щиты, если заклинания с таким уроном, такие как поджигающее заклятие. А у меня же есть инсендио, точно. А я его поставила вообще на быстрый доступ или нет? Я не помню. Инсендио! Конфринга. Подожди-ка. На какую... Следи за палочкой! Инсендио! Следи за палочкой! Конфринга. Давай, покажи себя! Я не помню, подожди, мне надо вспомнить эти кнопки. Да уж. Этот раунд для тебя был на редкость неудачным. Попробуешь снова? Я забыла все. А почему против четверых? Ладно. Да, я уже готова. Ладно, мне нужен Хорошо. напарник, походу. Удачи тебе. А нельзя, да, уже выбрать. Подожди-ка, а на какую кнопку щит ставить? Я щит убрала, что ли, вообще у себя из быстрого доступа? Подожди. Тихо. Инвентарь, снаряжение, карта, современная почта, господи. Где мои... Где мои скиллы вообще? Бой. Испытание коллекции. Ёб твою мать. Снаряжение, инвентарь. Снаряжение? Раз. Нет? Где? Я все забыла, блин. Привет! Конфринга. Все, меня нету. Он все равно меня видит, так нечестно. А вот это у меня что? Бля, да, сейчас все восстановлю. Пиздец. Подожди-ка, на тройку у меня Рискнешь хилится, еще да? раз? Нет? Подожди, Нет, подожди. не Мне надо По все крайней мере, не вспомнить. сейчас. Ладно. Только не тяни слишком долго. Да, Мы будем заткнись ждать. все. Да, подождите, пока я разбираюсь тут. На Т, да? Во. Привет. Хогвартс, мне показалось, победил не Вегас. Они были наравне. Так что я, наверное, сначала в одно поиграю, потом во второе. Так, вот это мне надо взять. Вот это вместо вот этого мне надо... Что вот это такое? Мощь притягивает различные объекты врагов ближе к заклинателю для притягивания некоторых магических слишком тяжелых плетей. Мне нужно... Так, это свет. Это хуйня. Так. Вот это я на двойку поставлю. Поменять местами нельзя, ну, конечно. Вот так.
Авада-кедавры есть тут. Слушай, может, мне сначала до Авада-кедавры докачаться, чтобы просто убить. А не забудь тянуть время, все было, как тебя и попросили. Доброе утро, привет, Шурик. Тянуть время? Кто меня просил? Меня кто-то просил о чем-то, я не помню. Как ставить щит? Так, это бить. А щит на другую кнопку? На какую кнопку щит? На Shift? На Ctrl? О, перекаты тут есть, точно. Ривелио. Это вот это. На что щит, бля? Протего. Вот, на Q. На Q. Простите, грешного, когда-нибудь другой разик буду подольше. Ладно. Да мне не привыкать, что у меня вначале приходит народ, а потом такие типа пока. Ну о чем мне вас тут цепями приковывать, что ли? Средняя кнопка мыши вроде надо. Ха-ха, симпатичная пижамка. Иди нахуй. Нет, средняя кнопка мыши ничего не дает. На Q. Давай еще раз. Давай. Привет, Люкан. К финальному раунду уже все готово? Смотрите, кто вернулся. Люкан. Хочешь отыграться? Wins Fatality. Да, непременно. Прекрасно. Дуэль будет с партнером. Что-то я подлагиваю, да? С партнером или я все-таки это. Или я все-таки буду отстаивать честь в одиночку. Ну давайте на мужика, не знаю. Я буду одна. Тогда начнем. И на работе просто. Эта Где игра это будет работа? по-настоящему Отмените победной. просто. Зачем работать? Вот это по-нашему. Работа это вообще ху. Подожди-ка. Протего. Конфринга! Ты можешь лучше! Инсендио. Конфринга! Протега! Ну, не подходи. Левиоса. Левиоса. Это не да не всех я хотела. Блять, ладно. Следи за палочкой. Следи за палочкой. Ёпта! А чё так много урона? Рискнешь еще раз? Я рискну еще Да, раз. я уже готова. Хорошо. Я забыла, на какую Удачи кнопку тебе. хилиться. На G? На G? Протего. Акцио. Акцию жопа! Конфринга! Протега! Инсендио. Давай, покажи себя. На какую кнопку хилиться? Вот на эту. Конфринга! Вырви у других победу. Конфринга! Да почему ты не... Спасибо. Левиоса. Так, все, один умер. Протего. Так, это не работает на них. Так, самого противного я убрала. Левиоса. Почему ты не попадаешь во врагах? Так, на что? На что прицелиться? На среднюю кнопку мыши или на какую? На какую кнопку целиться? Минусочка Гриффиндор. Так я не Гриффиндорец. По цвету бить. Не, я понимаю, по цвету бить. Как прицелиться? Она просто не целится. Привет, Аргус. Ты родился. Ты рад? Ты счастлив? В кого она бьет? Я не понимаю. Ты тупая. Инсендио. Акцио. Она все сдалась? Левиоса. Это тупо. Ну ладно. Так. На что целится, блядь? Это урон. Так, это не то. Ага. Ну, тут все подписано, ёб твою мать.
Глушите врагов, делая их легкой мишенью для последующих заклинаний. Само заклинание наносит прямого урона. Остолбеней. Разве у меня есть такое? Не, у меня такого вроде нету. Или у меня есть такое заклинание? Z. Бросок древней магии. О, точно, у меня же такое есть. Нажмите на X, когда видите подсказку на голову врага. F. Ага. Понятно. Как обозначить врага, мне так и не сказали, но, видимо, догадываюсь сама. Лебедка. Стратего. У меня сколько хп? Где вообще написано мое хп? Вот это внизу, это хп или нет? Что это вообще? Инцендио. Сгори, тварь! Акцио. Лебедка. Супер странная битва в мире. Самая странная битва в мире вообще, мне кажется. Стратего. Против кого я дерусь-то уже непонятно. Против тебя? Все просто стоят столбом, блядь, как придурки. На тап, на капслок, на shift. Нет. Просто целься, ладно. Инцендио. Это так тупо было, я не знаю. Мало народу видит эти дуэли. Нет, лучше бы это никто не видел. Ничего себе! Да ты же победитель турнира! Ничего себе! Ладно. Они залагали, то тебя по полу размазали. Я вообще не понимаю, что это было. Да, мне просто повезло, реально. Это просто везение, не больше. Да брось! Одной удачи будет мало. Битва инвалидов. А теперь пора тебе получить приз! Приз! Для меня большая честь вручить тебе этот простой, Мгм. но изящный символ твоего непревзойденного мастерства в дуэльном деле. Ей! Спасибо. Ой, неужели я этого заслуживаю? Я польщена, но не заслуживаю такой чести. Да брось! Ты же победитель! Так что можешь собой гордиться. Ей! Ну что, турнир окончен, победитель награжден. Пора и учебой наконец заняться. Интересно, как там мои растения? Я совсем перестал ими заниматься. Ну и дурак. О, мне дали одежду. Добби дали одежду. А то я хожу в пижаме. А где она? А где эта одежда? Вот тут? В мантиях? Нет. А что мне дали? Вот это мне дали? Чё-то я не поняла. Ладно. Окей. Все? Так, что там еще? Клуб скороченной палочки регулярно собирается, не нужно брать на теле локально. Зачем? Опять? Надо вот что-нибудь другое. Скин на палочке. А, да? Вокруг замка спрятаны камни. Угу. Это мы по ходу дела будем искать. Похоже, мне нужно найти фонтан с драконом дерева на заднем плане, намекает, что находится в внутреннем дворе. Дверь за ним обведена кружком. Угу. Я не знаю, пойдем туда или не пойдем. Это внешка, а не сам костюм. А тут два разных... А где? Подожди-ка. А где костюмы? А где костюмы?
Не, на палочке ничего нового нету. Типа коллекция, вот это? Внешний вид. А. Как... А вот оно где все. До меня дошло. А как посмотреть, как это выглядит на мне? Я не понимаю. Можно хоть какой-то превью? Ладно. Или типа Нинора, догадывайся сама. Можно применить меню снаряжения, выбрав опцию изменить внешний вид. Читать надо уметь. В меню снаряжения внешний вид. Внешний вид. Головной убор, Нинора, бла-бла-бла. Обновление, наряд. Вот. А где внешний вид? На ячейку F. На ячейку брони наведи, потом на F. Во, спасибо. Спасибо, Каяба. Вот оно как. А игроки, вот, в смысле, эти NPC будут реагировать на внешний вид или на то, что подо мной одето? Рассуждали, давайте поносим, не знаю. Такой. Вот это мне дали с этого, с Twitch дропсов. Насколько я помню. Такое позорище. Фу. Вот это ничего такое, мне нравится. Какой-то бомж. Это если я захочу в что-то мрачное нарядиться, не знаю, на кладбище пойти. Давай вот эту с черепами. Ту-ру-ту-ту. Вот они прям для друг друга созданы, да? Это из одной и той же. Темных искусств. Я... Какой-то я не пуффиндуец, реально. На мне так и написано теперь, что я убийца. Бойтесь меня. Бойтесь меня, маленькие школьники. Гроза всего Хогвартса идет. Так, а что по заданиям у меня? Найди второй ориентир, изображен на карте. Карте сокровищ Артур. А где эта карта сокровищ? Куда я на нее смотреть? Карта. Ну, есть просто карта. Но не только основной квест, получается. Ну, пойдемте на основной квест, не знаю. Раз уж так. Подожди, а почему у меня основной квест показаны, ну, на миникарте в две стороны? Задание. Треба уровень 4, добавим тут 3. Пойдем на травологию, не знаю.
Жалко, теперь на стрим не могу попасть, утром работаю. Пиздец. Вот как мне теперь стримить без уфуса в чате? Я не понимаю. Кто будет делать мне клипы? Это что такое? Левёса! Инсендио! Вау. Окей. Не знаю как, но я догадалась. Ту-ту-ту-ту. Вот из-за этого у меня лагает. Понимаете? Чё, оно стоит того? Да иди ты. Шляп, шляп, шляп. Вообще я могла бы телепортироваться, да? Но мне просто нравится бегать. Ну а чё, зря что ли дизайнеры старались над замком? Я и в Skyrim без телепортов играла. Что же я упускаю? Это типа там какой-то квест меня ждет. А моди для Хогвартса не понаделали? Да 100 пудов. 100 пудов наделали. Привет, Ленора. Чем это ты занимаешься? Все думают, что у меня поехала крыша. Даже Саманта считает меня чокнутой. Но все дело в этой картине. Раньше я ее как-то не замечала. Но я знаю Хогвартс, и очень хорошо. Пустая рама не может висеть здесь просто так. В этом должен быть какой-то смысл. А здесь есть и другие похожие картины? А в школе есть другие пустые картины, подобные этой? Есть несколько. Я могла не читать, ладно? Хогвартс сам по себе в некотором роде загадка. Разобравшись с тайной этой картины, я пойму, что делать с остальными. Надо же с чего-то начинать. Тебе удалось узнать что-нибудь о картине с тех пор, как ты начала изучать ее? Выяснилось, что заклятие Люмос дает какой-то эффект. Но что делать дальше, я не знаю. Вау. Я взгляну на нее, если будет время. Это должно быть интересно. Я уже давно ломаю над этим голову. Надеюсь, тебе повезет больше, чем мне. Люмос. Если вдруг найдешь подсказку к этой загадке, разыщи меня, ладно? Люмус это на какую кнопку? Протегу. Ревелио. Это просто... Столбеней. Это не то. Древняя магия. Люмус. Вот он. Люмос. Может, там есть какая-то подсказка? Нужно поискать, вдруг она поблизости. Подсказка. О, нихуя дракон шевелит, смотри. Убери свои когти. Не-не-не, все, все, я терпела тебя, но теперь уже все. Это конечно. Когти в меня такая вставляет. Охренел? Вот это шевелится? Если бы нас научили готовить противоядие только против самых известных ядов, то одного этого хватило бы с лихвой. По-моему, слишком много информации. Неужели нам все это пригодится? А дальше что? Будут рассказывать нам о маглах? Тут нарисовано угол какой-то. Угол, и там какая-то статуя.
Кажется, Вот на это. картине было нарисовано это место. Но что в нем такого особенного? Ривелио! Статуя Грегори Льстивого. Эта статуя изображает средневекового волшебника с заискивающей ухмылкой Грегори Льстивого. Он известен тем, что изобрел елейную мазь, которая заставляет пьющего верить, что тот, кто дал им это зелье, является их лучшим другом. Мне нужно такое зелье, чтобы всех спаивать. Хотя, с другой стороны, если все будут моими друзьями, то, получается, никто не будет друг. Да? Теперь включи светляк от палочки и папочку в зеркало. Люмос. Возвращайся как к своей картине, мотылек. Окей. Ну, тут мне подсказали уже. Моя догадка оказалась верной. Нужно сказать Вау. Леноре, что мне удалось разгадать тайну пустой картины. Все, картина пропала. Теперь она вообще в паничку впадет из-за того, что картины-то нету. Ленора, я раскрыла загадку той картины. Тебе удалось? Как? Мне удалось найти место, изображенное на картине, и с помощью Люмоса привести к ней мотылька. Что ж, логично. Жаль, что я не догадалась, а ведь была на верном пути. У тебя Ну да. талант разгадывать загадки. У Натти тоже получается. И у Амита. Но он любит пускаться в подробное объяснение. Рада, что тебе удалось в этом разобраться. Хай. Мотылёк. Я должна была его заметить. Да, теперь все лавры мне достались, хотя ты была на полпути, конечно. Вот зараза. Ну влетит же мне за это. Инцендио! Не, ну это прикольно, что есть такие мини-квестики. Да ты талант. Спасибо. Добавлять, так сказать, голубины. Ва. Тут есть фоторежим? У вас такой большой талант. Благодарю. Ва. Все, мог уровень 1. Когда у меня будет Аламора? Бесит. Ой, это та самая. Помните? Доброе утро, профессор Чеснок. Ленора, дорогая, я Чеснок. очень рада тебя видеть. О, вот, держи. Это пригодится сегодня на занятии. Подарок для твоей тетушки. О, добрый день! Класс, поприветствуйте день! новую розу в нашем саду. А, Ну, теперь будем расти вместе. Я очень рада, что мы снова собрались здесь. В этом году вас ждут волшебство и радость. Но самое главное, что мы будем выращивать на Ей! травологии, это волшебство! знания. Тот, кто знает травологию, боится ядовитой тентакулы не больше, чем прыгучей луковицы. Тентакула. Итак, приступим. Сегодня мы познакомимся с громкоголосым клубнем, известным как корень мандрагоры. Павлов не Акцию. заезжено. Можно мне новые растения какие-нибудь? Давайте поможем Ладно. нашим узловатым подопечным перебраться в горшки поудобнее.
Но сперва защитим уши. Мгм. А теперь каждый возьмите свою мандрагору за листья и резко потяните. Чердак ржавый в подвале. Ты чё? Что? Чат, признайтесь, кто бы трахнул профессор Чесноук? Что-то как-то тихо. Скорее! Суньте своих мандрагор в горшки и присыпьте землей! А зачем вообще нужна эта штука? Зачем этот корень нужен? Горячая Земля рыжуля. должна укрыть корень, как теплое одеяло. И мандрагора тут же успокоится. Репара, Интересно, почему мне очень-очень у всех жаль. такой фетиш на Видимо, вам рыжуль? досталась почти взрослая мандрагора. Ну все, пора прощаться. Вы все отлично поработали. Итак, Вау. теперь мы будем сажать бадьян на столах для горшков. Что ж, можете... Интересно, любят ли гиппогрифы спорыш? Что? Споришь? Да, профессор? Хочу похвалить ваши навыки работы с мандрагорой. Нюансы ухода за ними порой сложно ухватить. Ну, типа, ну вы поняли. Удобный ремонт. Ну да, да. Ну так оглохнуть можно вообще-то, тетя. Да уж, так и оглохнуть недолго. Но, разумеется, чем взрослее мандрагора, тем опаснее ее крик. Так что наушниками пренебрегать нельзя. А теперь, как я уже говорила, будем сажать бадьян. Сперва найдем вам семена. У меня уже есть семена, купленные в Хоксмиде. Вы посетили волшебную брюкву? Чудесно! Ей. Подготовка почвы для знаний – это очень важно. Я организовала вам отдельный стол для горшков. Хотя после начала учебного года сделать это было непросто. Посадите семена, а потом вернетесь и соберете урожай. Почва, свет и волшебство – это прекрасно, но растениям нужно еще и время. Мандрагора каменение снимает. Чем бы дополнить этот букет Блин, мистер с Твен васильком? знает лор больше, Розами чем я. Или мечту Нюхлера? Я нюхаль, кстати. Восстановительные свойства бадьяна делают его незаменимым при Чё изготовлении пахнете? рябинового отвара. Думаю, профессор Шарп уже говорил вам об этом. Вы на завтрак вот это ели? Чат. Сори, там кошка смешная. Чё вы тут не норитесь? Привет, Деймонд. Фаррелл, hello, да, мы тут сажаем бадьян и дрочим на профессор Чесноук. А ты как? Вообще тут растения для банок. Типа его в горшок нельзя садить? 9 минут ждать? А можно как-то это ускорить? Отличная работа! Ваш бадьян будет готов для приготовления рябинового отвара, как только Я подрастет. поняла, банки. Я попрошу профессора Шарпа сообщить вам. Сори, А пока я поняла. давайте с вами отвлечемся на другого представителя нашей флоры – китайскую жующую капусту. Некоторые растения принесут куда больше пользы вне котла, нежели в котле. Капуста должна постоянно что-то жевать, иначе она становится раздражительной. К счастью, это у я. меня есть специальный манекен. Я Будьте добры, капуста. дайте-ка ей погрызть его. Хорошо, профессор. Она в другой теплице, по ту сторону пешеходного мостика из этой комнаты. Ваш одноклассник, мистер Пруэт, любезно предложил показать вам дорогу. Когда закончите, подойдите ко мне и берегите пальцы. Она кусается. Я тоже все время злая, когда голодная.
Помните, волшебная палочка Я это не сидел, лопатка. дрочил на то, какой я молодец. Ходил вчера, играл в аркадные автоматы, выиграл огромную плюшевую игрушку в штанах с подтяжками. Ну, это же молодцы. Ученики сами Слушай, как если бы я растения. такое Им нужно выиграла, я бы питание тоже из всем разных хвасталась. источников. Привет. Недавно видел тебя по пути в Фоксмит. Я Леандр. Приятно познакомиться. Давай покажу китайскую жующую капусту. Нужно подняться по лестнице. Я за тобой. Ты ко мне подкатываешь? Ну ладно. Привет. Ты отлично поработала на уроке защиты от темных искусств. О чем Да? это ты? Я про твою дуэль с Себастьяном. Он неплохой боец, но слишком много о себе мнит. Тебе удалось разбить его в пух и прах. Супер. О, ну что ж, спасибо. Я и сам готов был поставить его на место. Да только Гекат мне не позволила. А кажется, она Типичный не дала драконьему черепу гриффиндорец. размазать себя в лепешку. Уронить драконий череп на противника типично для слизеринца. Мы, гриффиндорцы, сражаемся честно. Ну и пуффиндуйцы тоже, конечно. Как ты. Какая чистая просто шалава. Я не могу. Это вода, блин. Мы вообще-то самые пиздатые здесь. Я в целом каждую неделю дохожу, но до этого вынес набор Лего шлема Звездных Войн. Прикольно у тебя развлечение. А я вот переехала в другой город, и тут вообще, мне кажется, нету ничего такого. Вот. Фига ты азартный, да. Я даже не знаю, у нас есть ли вообще, в принципе, хотя бы один игровой автомат. Я тут пока все обчищу. Вот тут и растет китайская жующая капуста. Капустя. Видишь тот манекен? Просто бросай капусту в него. Она сама знает, что делать дальше. Манекен? Держите Tab, используйте мышь, чтобы открыть круговое меню инструментов и назначить китайскую жующую капусту. Затем жмите Tab, чтобы использовать Tab. Китайская жующая капуста. Ты только глянь. Они лопают все, до чего могут дотянуться. Мама посадила несколько штук в саду, чтобы избавиться от гномов. Помогло. От Вот гномов? только нарциссов-гуделок тоже не стало. Мелкие, а опасные, да? Такие мне нравятся. Они и в бою могут поддержать, в отличие от бубантюберов или прыгучих луковиц. Не в смысле, что ты не справишься. Просто представь, если бы это был не манекен. На Лего подставку. Блин, я тоже какой-нибудь хочу Лего хуйню. У меня вообще нет ничего из Лего, наверное, кроме... У меня есть Лего Хагри... Не этот... Кто он? Прикиньте, из головы выпало. Ну этот... С бородой. У меня мозги сегодня просто минус 100 IQ. Ладно. Дамблдор, вот. У меня есть Лего Дамблдор. Зачем он мне, я не знаю. Просто на барахолке взяла. Капуста против Нинор. Ой, все. Габен. Да. Блин, хочу подушечку на подлокотник. У меня вот с одной стороны есть подстилка, а с другой стороны ничего нету. Как жить? Как жить? Наверное, они не только в теплице могут быть полезны. Порой любая поддержка пригодится, даже если и от капусты. Когда такое творится, типа троллей в Хоксмиде, не стоит пренебрегать любыми средствами, даже крестоцветными. Их можно купить в Тимофилах и Поганках. Там много растений, и даже таких, какие в саду не сажают.
Ну, ты понимаешь. В общем, нам пора обратно в класс. Не тороплю. Увидимся на занятиях. Окей. Моем. Просто хожу, ворую. Ну а что, если оно лежит бесхозное? Правильно? Куда я иду? Ладно. Я знаю, что они коноплю выращивают. Кто пофиндуется, ну да. Это еще раз говорит Есть о такая том, что инфа. на уроках не стоит забывать надевать перчатки из драконьей кожи. На этой важной ноте, пожалуй, закончим. Мне вас жаль. Как говорится, сажать семена лучше всего вчера. Мне Но вас если не жаль. получилось, сажай сейчас. Что делаете? Профессору Чесноук стоит быть поосторожнее с мандрагорами. Представляешь, мандрагору можно использовать для самозащиты. Кто только до этого додумался. Все, больше ни с кем побесить нельзя. Че стоите тут? Чем профессор Фиг занимается? Его почти никогда нет в его классной комнате. Очень странно. Флиртуете тут? Ты юзай магию нахождения всякой хрени? А, окей. Я так буду искать мастера для ДНД приключения. Как именно? До меня не дошло. А как мило с вашей стороны вспомнить, что я люблю клубнику. Неудивительно, что маглы обожают эти душистые ягоды. Чтобы вы не выращивали, все получится отменного качества. От гачварки до ягод. Очень надеюсь, что под вашим руководством моя племянница тоже освоит этот навык. Ленора вас души не чает, уверена, как и все прочие ученики. С наилучшим пожеланием, Элеонора Эверли. Окей. Читаю просто чужие письма. Не охренела ли я? Ням. Давай, Бадьян, я в тебя верю, я в тебя верю. Листья лекарственного растения применяются при приготовлении рябинового отвара. Семена бадьяна можно приобрести в магазине. Окей. Насколько вообще оно мне реально, пригодится? Я закончила с китайской жующей капустой, профессор. Занятное растение, правда? Надеюсь, вам не очень досталось. Ну, укусов, во всяком случае, я на вас не вижу. И пальцы все на месте. Ну и славно, ведь у вас, похоже, легкая рука. Мне ужасно любопытно, что же из вас вырастет. Ой, я всего лишь дала тебе опасное растение. Ой, тебя не сожрали, ой, как жаль. Тут контекст нужен. Мы с друзьями сделали сборку в Майне, подняли сервер. Майя вообще лаунчер свой доделаем. Ну и там пойду класс квест РП. Мастер нужен для интересной квестовой ветки несколько подземелий. Я просто выпендрилась, не обращаю внимания. Окей. Меня как-то звали на какой-то сервер в Майнкрафте, где типа стримеры во что-то играют. Какие-то движи устраивают, и мне сказали, что я буду обязана стримить почти каждый день Майнкрафт. И я такая типа... Нет. Нет. Из вас вырастет овощ. Окей. Я овощ.
Я тоже. От растений много пользы. Мне нравится их изучать. Славно! Подожди-ка, так я Потому уже что работа овощ. непочатый край. Заботьтесь о своих растениях, и они отплатят вам тем же. Что изменится? На сегодня это все. Заходите как-нибудь поболтаем. Мне ужасно нравится общаться с новичками. Вообще, арбузята тоже овощи. Вот вы думаете, что вы ягода? Надеюсь, мандрагора Нет, хорошо вы в новых тыква. горшках. А то, что я... Но вообще вы фрукт, по моему лору, так что я ничего не знаю. Понять. Это касается не только семян, но и... И что, она дрожжей. так и будет тут стоять? Доброта и забота в теплице важны не меньше, чем в большом зале. Ты кому говоришь? Все ушли. Ты с чаем разговариваешь или с вот этой херней? У нас тоже стримлеры есть, но они своими чатерсами играют. Да и без обязательности, но многие так заходят, потому что сборка в целом интересна. Не, я понимаю, просто я рассказываю свою историю про то, что мне написали и говорят: ты вообще-то должна стримить столько, столько и столько. А я потом смотрю на их коллекцию, так скажем, стримеров. Ну там типа стримеры, у которых 1 зритель, 2, 0. И я такая, ну типа... Ня. Я так растеряю весь свой чат, блин. Да, Хоксмит, это тебе не Лондон. Ну, в крайнем случае... Какое облегчение. Наконец-то я узнала, почему на том портрете никого не было. Климат сыроват, зато живописно. Так, куда мы идем? Задание. Может, я и тупой, но хотя бы я не умный. Действительно. Умным быть зашквар. Экспеллиармус мне дадут. Хочу экспеллиармус. Уклоняйтесь от атак врагов, используя кувырок. Боюсь сов по трансфигурации. А куда мне идти для этого? Лучше уж я прокляну себя. Опа. Ревелио. Я только не поняла, что с этим дверью делать, если честно. Типа мне нужно подобрать. Я не понимаю. Было еще Неужели никто из мракоборцев или сотрудников министерства не будет охранять школу после того, что Вы слишком много случилось в Хоксмиде? болтаете. Профессор Блэк никогда такого не допустит. Ведь тогда станет ясно, что он не... Заметила значок мракоборца на столе у профессора Шарпа. Похоже, он знает о восстании гоблинов больше, чем говорит. Гоблинов? Ревелио. Опа. Опа. Мракоборский центр. Тема Горбин и Беркес. В последнее время возле магазина Горбин и Беркес наблюдается нездоровое оживление в неурочные часы, особенно после полуночи. К частному ходу доставляют подозрительные виды свертки. Угу. Значит, мне нужно туда. С учетом репутации магазина мы решили увеличить число мракоборцев, ведущих наблюдений. Вы входите в их число. Понятно. Это нормально, что я просто так захожу, читаю чужие сундуки, облутываю. Все. Ладно. Кто пойдет со мной в клуб Клюв и Хохолок? Я туда уже давным-давно хочу. Друзья говорят, что там продают перья отменного качества. А мне как раз нужно перо болтушейки. Правда, уже не припомню зачем.
Ни одно существо не заслуживает жестокого обращения. Но троллям все же не место в Хоксмиде. Ревелио. Больше ничего нету. Окей. А что тут за задание, кстати? Сейчас узнаем. Зельеварение – это самый сложный и опасный предмет в этой школе. Ученикам 5-го курса потребуется невероятное прилежание и эрудиция. Этот семестр мы начнем с рябинового отвара. Мистер Таккар, можете рассказать нам, чем может быть полезно это конкретное зелье? Да, профессор Шарп. Рябиновый отвар нужен для обработки ран, а в некоторых случаях как заживляющее средство. Он может исцелить некоторые раны, но далеко не все. Коктевран получает очки. К концу этого занятия каждый из вас сварит свой собственный рябиновый отвар. Никогда не знаешь, когда оно может пригодиться. Приступайте. Зеленой жижи будем делать. Ей. Бояру будем делать. Толочь ингредиенты следует равномерными и уверенными движениями. Добавляя порошки в зелье, будьте осторожны. Случайно чихнув, вы можете стать причиной катастрофы. Ачхуй! Новый вид битэмапа. Не, ну, лучше, чем просто катсцена. Смотрю, многие не забыли, как обращаться с котлом. Это зелье не из самых простых. Хорошо. Судя по тому, что я слышал о ваших подвигах в Хоксмиде, вам не помешает изучить защитное зелье Эдурус. Профессор Уизли ведь сказала, что вам нужно достать рецепт в лавке Пеппина. Да, сэр. Хорошо. На сей раз можете взять нужные ингредиенты у меня в кабинете. Но в будущем вы должны будете приносить собственные ингредиенты. Некоторые можно получить из растений, которые вы выращиваете на уроках травологии, но более редкие придется покупать. Однако, кое-какие ингредиенты достать весьма непросто. Для этого нужно проявить изобретательность. Когда закончите с зельем, зайдите ко мне. Любопытно будет узнать, у вас талант или вам просто повезло. Яйца пеламбы, мех темной дворняги. Ты что, я должна ходить собак обдирать? Если закончатся ингредиенты, не переживай. Лично я почти все выращиваю сама. Профессор Шарп сказал, что рябиновый отвар лечит раны. Надеюсь, мне он никогда не пригодится. Ну, довольно наивно. Мой рябиновый отвар не годится. Надо было заменить его на купленный у Джея Пеппина. Из-за слухов о восстании гоблинов родители Читер. чуть было не запретили мне ехать в Хогвартс. Первый рябиновый отвар у тебя вышел отлично. Но впереди нас ждет еще немало зелий. Да уж, год будет непростым. Повезло, повезло. Профессор Шарп наверняка многое повидал, пока работал мракоборцем. Жаль, что он об этом почти не говорит. А ты слишком сильно лезешь в чужие делишки. Так. И что, у меня реально вот этого всего нет? Где мне эти яйца брать? Ой. Листья, камень, поганка. Есть хоть какая-то, не знаю,
Базы знаний. Где это можно брать? Я не знаю. Тварь. Ингредиенты, вот, да? Мех дворняги. Пучки меха, которые можно собрать с дворняг. Этот ингредиент используется при готовлении на зелье. Мне реально просто ходить и собак обчесывать. И что мне там еще надо было? Козявки тролля. Угу. Слование мертвецов круто. То есть я должна кого-то убить. Я так понимаю. В магазин. Волшебная брюква. Туда? А нет, там у меня другое. Яйца чьи-то надо. Все в лесу? Ладно, пойдем в лес. Мне до ночи идти в лес или когда? Где вообще лес? Что из этого лес? Вот это лес? В данный момент недоступно. Почему? Почему я не могу сюда телепортироваться? Тебе метлу дали? Наверное, нет. До метлы не ходи. А где метлу взять? Блять. Я скоро всю капусту потрачу. Задание. А не могу. Мне нужно прям в любом случае идти собирать шерсть дворняги. Мне показалось, или Шарп разрешил тебе зайти в его кабинет? Чё? Какое тебе вообще до этого дело, блин? Да, но какое тебе дело до этого? Здорово! А дело такое, что ты можешь поучаствовать в моем шедевре. Я Гаррет, кстати. Уизли? Гаррет Уизли. Скажу без ложной скромности, я отличный зельевар. Приятно познакомиться. Постой, а профессор Уизли не твоя родственница? Она моя тетя, и она старательно за мной присматривает. Ох, но она не вездесуща. Слушай, зелье Эдурус даже тролль сварит без труда. А я работаю над весьма фееричной штукой. Мне только не хватает ингредиента, который придаст особую искорку. Полагаю, с этим-то тебе и нужна помощь. Быстро схватываешь. Мне нужно перышков вупера. Раз уж ты все равно будешь в кабинете Шарпа, может, прихватишь мне его? Да похуй. Я могу достать это перо, если ты уверен, что Шарп не рассердится. Уверяю тебя. Нет, вуперов не особо рассер... ценные. Нет. Ты удивишься от того, что я варю. Приходи, когда станешь перо. Никто не рассердится. Зелье не должно быть такого цвета. Реально, просто все тут лежит. Видите, какой маленький розовый. Ну, то есть... Окей. Подготовленных волшебников всегда Вы, уверяем, вы можете парочка зелий. доверить перо, да-да-да. Ладно, все на твоей совести будет. Вот перо вупера, как ты и просил. Отлично, спасибо. Момент и будет готово. Продолжай варить свое зелье Эдурус, а я скажу тебе, когда закончу свое. Спешка неуместна в двух случаях: при оттачивании мастерства и в зельеварении. Будьте терпеливы и последовательны. Вот и все, надо просто ждать. Никакой мини-игры. Ладно.
сока нету. Кто такой Мурлакамлим? А теперь добавим сладкой мальвы и... Странно. Что происходит? Нет, почему оно... Серьезно, Гаррет? Фейерверки! Ой! Дерьмо драконье! Что случилось? По-моему, нормально вышло. Что на этот раз, мистер Уизли? Извините, профессор. Вычитаю очки у Гриффиндора. В который раз? Это дело рук не только мистера Лохи! Уизли. Лохи! Его пособница тоже понесет наказание. А? Что? Нет! Я ничего не делала. Не надо на меня Не спирать. думал, что мне это зелье чуть лицо не оторвет. Но вышло довольно забавно. Надо прибраться. А ты доваривай уже свое зелье. Раскомандовался. Я не виновата. Почему на меня кто-то гонит? Мне удалось сварить зелье Эдурус, профессор. Удивительно, что вы нашли на это время. Ведь вы так заняты, помогая мистеру Уизли творить хаос. Я не буду извиняться. Мне плевать. Я не понимаю, о чем вы, профессор. Вы не завоюете моей симпатии, пока не научитесь отвечать за свои поступки. Надеюсь, вы вняли моему предупреждению. Что Я не касается вашей хочу сегодняшней твоей работы у котла, симпатии. скажу, Меня что интересует вы хорошо директор. справились. Признаюсь, поначалу я был настроен скептически, ведь я даю своим ученикам углубленную программу, а вы новичок. Я рада, что мне удалось оправдать ваши ожидания. Да, такое случается редко. Но запомните хорошенько, вы еще не знаток зельеварения, пока нет. Вы должны твердо знать, как сочетаются между собой Твёрдо и различные чётко. ингредиенты. Но этого мало. Важно понимать, что они из себя представляют. Прилежно изучайте травологию. Вам предстоит выращивать растения, используемые в зельях, которые вы варите на моих уроках. А теперь я рекомендую вам поискать себе место для практики в зельеварении. Горячий котел нельзя ставить где попало. На сегодня все. Ты новичок? Ну, Думаю, на сегодня с Я- нас всех хватит впечатлений. Урок окончен. я стала волшебником очень поздно. Так что технически я новичок. Интересный был урок. Благодаря тебе. Не совсем то, чего я ожидал, но все равно здорово. Спасибо за помощь. Надеюсь, Шарп не злился, когда оценивал твое зелье. Я слышал, как он говорил про ответственность. Да, мне насрать, потому что прочитайте название стрима. Профессор Шарп был недоволен, но я все уладила. Не переживай. Как хорошо. Он, может, даже посмеялся, когда мы ушли. Шарп хоть и угрюмый, но спорю, что он и сам взорвал кучу зелий, когда учился. Пойду-ка я. Обещаю, в следующий раз будет меньше взрывов. Взрыв? Ревелио. Значок мракоборца профессора Шарпа. Мракоборцы составляют основу правоохранительной системы Министерства магии. Они защищают волшебный мир от всех угроз, особенно от темной магии. Этот значок мракоборца принадлежит профессору Шарпу. Я фрик, сори. Слышь, котел, охуел? Стоять тут у меня на проходе. Ну дела. Вот что написано. Люмос. Да, лучше не стало. Аубониум комбаниум астагне николум купрум. Кто из вас умеет на латинском разговаривать?
Да не новичок волшебником была всегда, просто необразованная. Ну да. Но я новичок. Мои ячейки снаряжения заполнены. Мгм. Ладно. Ты юзай везде Ривера. поиск. Прям везде. Похоже на название химических элементов: купрум, медь. Ну что-то такое. Что это было? Точно. Добавить полбутылки. Отправляетесь на поиски новых приключений? Вперед, приключениям! Привет, братан. Шатается. Но не нападает. Охранник терпила. Кажется, в рецепте были еще яйца Докси. Но они же непременно свернутся. Почему тут нельзя выйти? Я хочу тут выйти. О. Надо подумать, где в школе Дурацкие достаточно двери. высокие места, чтобы там можно было спрятать... Вот и фонтан. Похоже, я уже близко. Фонтан в виде виверны. Это фонтан на дворе трансфигурации. Изображение виверны служит местом отдыха и собрания студентов. Несмотря на слухи, возможно, спровоцированные сэром Кэдоганом, это, безусловно, не та самая виверна из долины Рикиуай, убитая веселым рыцарем помимо его воли. Мгм. Мне надо писать друг друга. Кто? Там есть один охранник, который не вытерпел. Интересно. Теперь я буду пиздить всех. Ривелио. Тут есть какой-то сундук. Яйца. Всем известно, что еду наколдовать невозможно. Неужели вы не слышали о законе Гэмпа? Профессор Уизли уже помогает мне подготовиться к жабо по трансфигурации. Нельзя еду наколдовать? Как это? Как это? А почему? Тут надо что-то найти. Тебе удалось проследить за одним из хитроумных ключей? Нет. Ривелио. А там что такое? Левиоса. Ладно. А вот это что? Надо подумать, где в школе достаточно высокие места, чтобы там можно было спрятать плюй камни Зенобии. Так я же уже нашла один ее камень. Или они все здесь? Акцио. Все одинаково. Акцию, жопка. Тут сложно найти эти камни, искать без злы, идти по сюжету дальше. Окей. Хай. Это что за Не чувак? уделишь минутку? Мне нужна помощь. Ты местный неудачник? Ты хотел поговорить? Хотел. Привет, я Данкан Хопхаус. Рад встрече. Я столько слышал о тебе. О битвах с троллями О. и драконами. Я всем нравлюсь здесь. Может показаться и так, но зачастую это было, скажем так, простым стечением обстоятельств. Что ж, рискну предположить, что твоя репутация оправдана. В таком случае, именно ты-то мне и нужна. Понимаешь, однажды на уроке профессор Геккет учила нас изгонять Богарта, и мой, к сожалению, принял вид пушишки. Пушишка? Ты же шутишь, да? С чего бояться карликовых пушишек?
Может, тебе мой страх и кажется иррациональным, но у меня был неприятный опыт общения с ними. К тому же они питаются козявками. Но каким бы обоснованным ни был мой страх перед пушишками, люди начинают считать меня трусом. Дошло даже до того, что некоторые стали дразнить меня Данкан Пушишка. Блин. Я так и знала. Я так и знала, что его попускают здесь. У нас с ним есть какой-то, знаете, общий вайб. А ты-то мне нужна, умри, грязная полукровка. Какие-то странные вайбы от него происходят. Но так как я тварь и мразь, я буду его попускать вместе с остальными. Сейчас, 5 секунд. Где мышка? А? Что такое? Не обижайся, но, по-моему, Ты звучит рожа и у впрямь меня. смешно. Вот и Эверетт так говорит. Но я не обязан соглашаться. Впрочем, я сам умудрился все усложнить, когда по глупости ляпнул, что ходил в потайной коридор травологии. А значит, я храбрее, чем все думают. Потайной коридор травологии? Именно. Ходят слухи, что бывший преподаватель травологии, дочь Сноук, выращивал там опасные растения. Сейчас они, должно быть, так разрослись, что никто не смеет туда и нос сунуть. Я надеюсь, ты сможешь пробраться туда и принести мне доказательства того, что я, там побывал. Так там иди со лист мной, или стебель балбес. какого-нибудь опасного растения. С хера ли я должна это делать? Тогда пойдем вдвоем. Охуел. Вот это наглость. Можно ему просто факт показать и сказать: иди сам, думаю. Какие растения могут быть в потайном коридоре травологии? Да я понятия не имею. Но ты же знаешь, какие растения выращивает профессор Чесноук? Если предыдущий преподаватель был такой же, его растения тоже не самые безобидные. Хорошо. Поищу, если буду в тех местах. Отлично. Буду очень благодарен. Приходи, если найдешь доказательства, и я буду в долгу перед тобой. Там растения можно поднять. Не, я понимаю, но... Я говорю как человек, который... Потайной коридор травологии. Любопытно. Надо подумать, где в школе достаточно высокие места, чтобы там можно было спрятать плюй камни Зенобии. Отстаньте с этими камнями. Что это? Я его не смогу сейчас съесть. Какое облегчение. Наконец-то я узнала, почему на том портрете никого не было. Факела будет поднимать. Ну, у меня есть этот. Ну, вот видишь, на двойке. Куда мне идти? Подожди, я не могу понять. Что-то я куда-то не туда пошла. Инсендио! Вообще ноль реакции. Акцо! Новый арбузный родился. Привет, новый арбузный. Табурет. Привет, Альфа Блэккиллер. Новый леггинс. В смысле леггинс? Попасть в кабинет Блэка. Нет, я туда не хочу.
Здорово. О! Да блин, дай мне на него нацелиться. Так, все. Терпилочи. Ревелио. Колокола три сестры. Колокола три сестры, как говорят, названы так в честь 3 прекрасных, но очень крутых хребтов, которые величественно возвышаются над долиной Аргилшира. Ходят слухи, что когда они звонят в замке, их мелодия разносится по долине и всему высокогорному региону. Местные жители уже много лет сбиты с толку таинственным звоном. Вы заинтриговались? Что-то как-то не особо они звенят, если честно. Че встал тут? Мне они не особо нравятся. Старенькие были лучше, особенно по части взаимодействия с окружением. А про что? Выбери квест с магией, иди. Так я иду в этот... В потайную дверь. Да? Я иду, я иду за травкой. Мне, получается, нужно... Мне нужно по серому даже, получается, этому. Идти, а не по желтому. Подожди-ка. Вот это куда меня ведет? Да нет, туда меня ведет, правильно, да? Грузанул, да? Ревелио. Сломанная метла. Эта сломанная метла принадлежала селению Вартноби. Ходят слухи, что это все, что осталось после того, как она настояла на демонстрации своих экспериментальных чар с лунной трансгрессии. Своим товарищам, третьекурсникам, никто не знает, удалось ли ей это. Я чего-то достигла. Нихуя. Щищ. А как убрать интерфейс? Сегодня я в делаете? гостиную не ногой. Там повсюду летают предметы. Ученики готовятся к тесту профессора Ронина по акцио. У кого-то улетело перо и чуть не попало мне в глаз. Не представляю, как они справлялись раньше. Эта штукенция просто выскальзывала бы из пальцев. Хотя у них же вроде был ремешок. А, точно! Я забыла о ремешке. А, ремешок, точно. Он позволял удержать квофл. Тем не менее, хватательное заклинание – замечательное изобретение. Готова поспорить, сначала игроки стонали по этому поводу. Ты о чем? Со всеми нововведениями так бывает. Люди ворчат, они не любят перемен. Да, теперь понял. Хватательные заклинания в Квиддиче и впрямь стали нарушением традиции. Неужели игроки не обрадовались, что им больше не придется хвататься за маленький ремешок? Может, некоторые, но большинство наверняка были решительно против новых заклинаний. Так и слышу слова своего деда. Хватательные заклинания для тех, кому нечего делать на поле. Да уж, шум невероятный поднялся. Эх, вот бы полетать вокруг кольца ворот в 1875 году. Занимательные диалоги. Это... А, рассвет сейчас? Я немного пожевала. Вайбик.
Инсендио! Вообще все равно. Люмос. Ой, не то. Акцио! Что тут у вас пчелки? Ривелио! Такие сухие лозы будет очень просто поджечь. Инсендио! Пу-пу-пу. Какая я нехорошая. Иду туда, куда нельзя. Должно быть, это вход в потайной коридор травологии. Дьявольские селки. Кажется, они любят темноту. Значит, свет едва ли им понравится. А там чего? Инсендио! Акцио! Инсендио! Мне перепрыгнуть просто, что ли? Окей. Да, а что за снаряжение? Ой. Снаряжение это что? Вопрос. Что именно у меня заполнено? Я не понимаю. Типа лишний шарф выкинуть или что именно? Сумка забита. А где? Где моя сумка? Тут ну нихуя же нет, я не понимаю. Чем забита? Где это написано? Сколько у меня чего? Типа мне вот перчатки удалить или что? Типа уничтожить или продать? Вот эти я могу уничтожить, а вот эти нет. Ладно. Да вниз прыгай. Люмос. Репаро. Ладно. Все гораздо прозаичнее. Похоже, дьявольские селки охраняли здесь какой-то сундук. Инсендио! Рундук. Сундук для рун. Да господи, ну я ничего взять не могу. Да почему я на тап все время нажимаю?
туда. То у меня не так уж и много всего. Типа 2 очка. Вау. Сходи в город продать, ну это долго. Вот это говно мне не нравится. Хотя оно стоит дорого. Переместись. Ладно. Не впадло обратно возвращаться потом. Да. Кто-нибудь оторвите мне руки. Инцендио! Карт. Да я же убрала его из слота. И это, наверное, из этого, из Death Stranding. Я привыкла, что на тап карта. Карта. А тут нельзя на карту выйти. Отсюда. Инцендио! Пожалуй, кусочка этой огромной ядовитой тентакулы Данкану хватит для доказательства смелости. Инцендио! Могу я себе побольше набрать? Как она смачно описывает эти тентакли. Почему я вообще должна им помогать? Понятно. Где этот? Телепорт. Ладно, так уж и быть. Телепортируюсь. Сдалась. Прогнулась. Надо подумать, где в школе достаточно высокие места, чтобы там можно было спрятать плюй камни Зенобии. Тебе уже удалось найти что-то, чтобы доказать мою... Привет, Данкан. Доказательства у меня. Ничего себе, Листик! Должно быть, гигантская тентакула вымахала. Это куда больше, чем было нужно. Хорошо, что я обратился к тебе. Спасибо, что достала его для меня. А вообще знаешь что, Данкан, Пушишка? Я лучше оставлю это себе, а тебе нужно бороться с трусостью. Ты же не серьезно? Какой кошмар! Я не знаю, что теперь делать. И не собираюсь брать слова назад. Я для тебя же стараюсь. Разочарование закаляет человека, делает его сильнее. Я не хочу быть сильнее, я хочу, чтобы от меня отстали. Теперь даже Зенобия Ноук надо мной смеется. Зря потратил время. А ведь я был о тебе другого мнения. Не стоило тебе доверять. А чё не так?
Мог вместе со мной бы пойти. Какая-то мелкая девка, считай, новичок, должна быть этой шестеркой какого-то придурка. Да сфига ли? Ревелио. Пусть сам разбирается. Сосать, мужики, ну да. Ноет, блин, плачет. Продай вещи. Да, надо. Куда вопрос? Куда вопрос? Вот сюда? Где продать? Сюда, да? Нижний. Купец. А тут карта... Тут карта куда больше, чем я думала. Подожди. Нифига. Окей, интересно. Это лес. Вот сюда, да? Я чисто принципиально отыгрываю здесь эгоистичную тварь, которая делает все в своих интересах. Я не добренькая девочка из этого из Гриффиндора. Я это добра только с тем, кто мне выгоден. О, кстати, смотри, такое же зеркало, ну-ка. Люмос. Угу. Какая-то трава, забор, деревья. Тут это, что ли? Но они так-то все терпят на все твои издевки. Вот и пусть терпят. Вот и правильно. Самоутверждаюсь за счет видеоигр. Вот они. Полюбуйтесь. Левёса! Курица научилась летать? Яблочный сок. Фу. Чё тут дофига деревьев? Я тут умру, да? Так, где торгаши, вопрос? Можно любому торговцу продать любую вещь. Лавка Оливандера. В этой уютной, немного захламленной лавке, которую управляет дружелюбный и всезнающий Гербольд Оливандер, палочки самых разных пород дерева. И всевозможной гибкости. Обладающая одной из 3 магических сердцевин, выбирает своих владельцев, занимаясь производством волшебных палочек с 302 года до нашей эры. Земля Оливандеров считается лучшим изготовителем волшебных палочек в Британии, если не во всем мире. Нехер.
На площади в центре. Что из этого площадь центра? Вот это? 3 метлы? В гостинице? Ни палка, ни на что не влияет, конечно, фейл полный. В плане. Где убивала тролля. Где я убивала тролля? Тут всякое говно. Китя! Блин, а мне кажется, у меня пизда. Мне только что пришло уведомление: заплатите 5000. Мау. Красивый голос, не думала стать ютубершей? Да нет, как-то не задумывалась, знаешь, как-то это... Слишком странно. За что? Ну, мы взяли рассрочку. Точнее, даже не рассрочку, мы взяли микрокредит на переезд. Здравствуйте. Вас интересуют зелья? Я не знаю, насколько мне пизда сейчас. А я могу? Тут только ингредиенты, да? Продать. Не, вот тут продать тоже могу. Ну, всякое говно могу продать. Очень хорошо. Никогда не помешает пополнить запасы. Мгм. Короче, нужно оставить то, у чего хорошие характеристики, да, я так понимаю. А можно как-то рассортировать, типа, верхняя одежда, шапки? Нет? Почему вот этот превосходный, а у этого защита лучше? На нее типа можно баф наложить, да? А вот на эту нельзя. Окей. Пижама. Все? Может, еще увидимся. До свидания. Окей. Бафы потом будут. Ладно. Продай все, что не надето на тебя. Тут надо проверить, что на меня надето. Вообще так других у меня уже больше нету. Чего не выбрано? Вот. А сейчас бы я продала. Все. Можем выдвигаться. Почему все время на тап нажимаем? Меня это бесит. Где эта бумажка? Акцию! Не дотянулась. Лови сундук. Где?
мосту. Так, тут нужно с невидимостью, да? Пройти к нему. На какую кнопку там невидимость? F? C? На F. Нет? Ладно. И чего? Только спереди надо. Ладно, видимо, только спереди. Я уже как ассасин хотела. О, 500 баксов! Мы богаты, Гарри! Новая шмоточка. Ну, кстати, даже неплохо выглядит. С моим костюмом. А можно изменить внешку в плане лица? Например. А, там была какая-то лавка, да? Ревелио. Здорово. Орешки. Нем. Алкаш. А туда нельзя. О, какой, смотри, я его не заметила. Жуть. Ревелио. Подвешенная кабанья голова. Эта подвешенная кабанья голова закатывает глаза и шмыгает носом, наблюдая за убогой атмосферой довольно колоритной клиентурой трактира кабанья голова. Какая удивительная информация. Надо законодательно такое сделать, покончим с нищетой. Ура. Я тварь просто хожу, беру все, что не приколочено. Опа. Между прочим, новые инструменты стоят недешево. Может, я это спищу? Думаю, теперь я смогу позволить себе еще одно зачарование. Этого будет достаточно. Ну, прикольно, тут хотя бы открытый мир реально имеет свои приколы. Еще в каждой закрытой бы... Мне нужно открыть заклинание, короче, побольше. Тут все закрыто. Для меня обидно, грустно, печально. Зачем мне это теперь? Красивый голос, не думала, что это вершина. Нет, Владик. Не думала. Я вообще не думаю, потому что витуберы не думают. Ой. Ахаха, азазаза.
думать это ху. О, что это? Затяжки. У меня же потом будет транспорт, да? Как я поняла. 5000 блоков прорисовку сделала в новой сборке. Ахуй. Ну, потом покажешь на своем. Короче, мистер Твен готовится делать, прикиньте, видео. Вы в шоке? Я в шоке. Там какие-то враги. Я не шарю, но круто, наверное. Ну, там теперь все издалека видно. Хорошо, без лагов. Айсберг про любимого блогера. А кто его любимый блогер? Блин, мне нужна кепка для экрана. Ой. Хедшот. Инцендио! Протего! Где павук? Оп, моя. Где еще павук? Просто надо в любом месте их искать. Ладно. Инцендио! Почему не долетает? Левиоса! Инцендио. Шепотом. Прикол. Продумали же такие детали. Что я шепотом заклинания произношу. Это что такое? Левиоса! Что случилось? Я слышу какие-то звуки, но я не вижу, чтобы что-то происходило. А чего? Я типа за долю секунды должна успеть. Левиоса! Странно. Почему-то не успевается. Или может я задержать должна, типа? Нет. Непонятно, неясно, неясно, непонятно, неясно. Этот куб надо найти, притащить, ударить по нему. Куб? Вот этот куб? Я тут, а привет. Что делал?
Мы тут плюшками балуемся. Левёса! Вау. Здесь может быть опасно, поэтому стоит вести себя поосторожнее. Чат. Осторожней, не шумим. Да все. Ладно. Просто из мешка. Мантия. Почему нельзя просто сохранить мой внешний вид до тех пор, пока я его не захочу сменить? Ну ладно. Где Гарри Поттер и другие, что за ноунеймы? Они еще пока не родились. Вот, к сожалению, с вами только пока что нет и Гермиона. Только еще хуже. Прикинь, Гермиона только без совести. Вот это я. Инцендио! Левёса! Инцендио! Ей! Минус павук. А где лут? Ревелио! Есть что-нибудь тут? Какой-то новый город нашла? Миленько. Прикинь, классики сами перед тобой рисуются. Разве оно так должно работать? Ну, прикол. Ну что вы, клянусь, я не буду тратить ваше время понапрасну. Кто там? За эту возможность. Не хочу перебивать игру. Не знаю, устраивает вас это или нет, что я молчу. Я просто вайбую. Как часто видео на ютубе смотришь? Я узнала тебя из нарезок реакций на ютубе. Раньше у меня было... Так, я сначала смотрю видео, потом иду играть. Но сейчас я немного в тильте. И смотрю что-то, когда есть что интересное посмотреть. Вы можете мне скидывать видосы в Discord. Вот, если они будут интересны, я их посмотрю. Есть еще вариант у меня что-то заказать, посмотреть, если прям очень хочется. Никогда не понимала, почему некоторые заклинания они кастуют без слов. Насколько я помню, там должно быть типа слово и символ, типа вот этот вот рукой, да? Но, видимо, они произносят заклинания, возможно, у себя в голове, типа мыслями. Ну, вот так можно предположить. Не родился. Спасибо за подписочку нового арбуза. Сегодня у нас 3 новых арбуза, кстати, внезапно. В такое время. Я в шоках. Что хотела сказать?
А, так вот, возможно, в голове произносят заклинание, а возможно, достаточно просто символа. Вопрос. Мы слишком много думаем, да, вам не кажется? Здравствуйте, у вас есть товары на продажу? Конечно, но... как вы здесь смогли оказаться? Заблудились? Я просто пришла. Вообще, я реально заблудилась. Я просто иду не знаю куда. Может, слово произносит для усиления магии. Ну, по лору, да, нужно произносить заклинание и палочкой взмахивать. Ну, может быть, и ты, когда слишком сильный маг, можешь просто не произносить, я не знаю. Надо лично Роулинг написать, спросить, как оно обстоят дела. Я просто гуляю по окрестностям. Ага. Приятно иногда вырваться из рутины. Я и сам люблю путешествия. Меня зовут Леопольд Бабкок, и я действительно Бабка. торговец. Что ж, раз вы тоже любите незаурядные путешествия, хочу напомнить, как важно иметь при себе запас рябинового отвара. Скажу вам, что, например, в запретный лес нечего и соваться без него. Что скажете на этот счет? Лучше ведь задуматься о безопасности на пути. Я подумаю об этом. Благодарю вас, мистер Бабкок. Скажете, если что-нибудь приглянется. Прикиньте, вас зовут Леопольд. Как вам? А что у вас можно купить? Лео. Не, Лео звучит неплохо, кстати. Но как громко говорить? Ну да, можно и шептать, как мы уже поняли. Фраг с тиснением. Я могу ли вот этот вот фраг улучшить? Или все-таки продать его? Просто как будто бы он похуже по характеристикам, но при этом он легендарный. Я вот не понимаю. Надеюсь, это не последняя покупка. Это продажа. Продавать? Зелье, капуста. Голосовая запись заклинания тоже работает? А вот не знаю. Зелье Максима. Максимы в чате есть? Кто сделал? Используется для увеличения урона на заклинание выпившего, действует в течение ограниченного времени. Он бафик? Ну, это все мы собрать можем или вырастить, в принципе. Или это мое? Это мое, да? Сори, я тупая. Приятно было повидаться. А что покупать у тебя можно? Купить. Это вот это купить. Окей, ладно. Приятно было повидаться. Ну как-то у тебя не густо. Ёб твою мать. Владик, достань кошку из-под одеяла. Она залезла. Господи. Мы повесили одеяло на дверь. И теперь там висит кошка. Ладно, она сама спрыгнула. Она любит залазить. Короче, мы спим ночью. И она просто так начинает лазить по коробкам очень громко. Это пиздец. Ты типа волшебник? Смотри на него. А это же все обычные люди тут, да? Нет? Просто они как-то... Окей. Туда нельзя зайти? А тут можно, кстати, на паровозике покататься? Ревелио.
Билетная касса станции Хоксмит. Эта станция стоит здесь с начала 1800-х годов, когда министр магии Аталин Гэмбл приобрела паровоз для перевозки студентов Хогвартс. Станция появилась в Хоксмите практически за одну ночь, сразу после прибытия поезда. Операция включала в себя использование большого количества чар ложной магии. Пить хочу. Ложной памяти, я тупая, сори. На магловских рабочих и крупнейшей Британии применение чар сокрытия. Okay. Теперь это ее одеяло. Да она вообще какая-то охреневшая. База кошек. Че, реально тут не ездит паровоз? Я хочу на паровозике покататься. Как далеко я могу забежать вообще? Спиздила. История умалчивает. Покажи мальчику магию, скосты на него крутся. У меня пока нет такого заклинания. Я бы только за. Видишь, я не могу ничего сделать с обычными людьми. Вот это меня расстраивает. Увы. А тут неограниченное количество ингредиентов можно собрать, я надеюсь. Нюхлер. Левиоса! Потыщ. С ними ничего сделать нельзя? Нюхнер мальчик. А есть девочки, что с ним типа размножать можно? Ладно. А этот убивает вообще? Ну, как видишь, я подожгла лягушку, ей похуй. Тут штуки работают только на врагов, я думаю. Куда я закинула? Их вроде можно будет как-то выращивать, может, ошибаюсь. Да? Зачем? Тут одни мальчики, блин, почему-то. Размножить и потом продавать. Типа их спасаешь. Да, как его себе списить? Ну, видимо, по сюжету, да, потом покажут. Окей. От кого же я их спасаю? Им надо от меня спасаться. Гей, гнездо нюхлеров. Терпеть не могу. Вот прикончу тебя и пошарю по твоим карманам. Разбойники? Прикольно. Везение, не более того. Пал от твоей руки! Тебе конец! На нахуй! Я мужика убила. Я убийца. За 9 золотых. Понимаете? Мужика завалила. Ура!
волшебники чуть слишком добрые, ведь левиоса может быть применена на легкие или барабанные перепонки, что мгновенно бы лишало противника боеспособности. Это вообще ужас, да. Ну, как видишь, я не очень добрая. Его даже пепла не осталось, да реально, просто кусочек золота остался. Что это такое? Бабочки. Бабочки. Вечно я вытягиваю кору. Это ты, Ройланд? Прави. Твой пепел станет отличным... Да подожди, я тут занята. Левиоса! Спустить тебя с небес! А, Ну а, что, вода. Левиоса? Где она? Где эта шваль? Наслаждаешься видом? Ой, Левиоса! Ищешь золото? Блядь. Понравилось? Я же нажала на S. Левиоса! Спустить тебя с небес! Левиоса! Наслаждаешься Да, блядь. видом? Завтра будут... Левиоса! Сука. Сгори, тварь! Надеюсь, это какое-нибудь существо. Да, я та еще тварь. Откуда там столько убийц по школе бегает? Вот и думай. Учитывая, что тут реально ходят обычные жители, ну, это как-то подозрительно. Инцендио. Давай! Нет! Акцо! Инцендио! Ритук! У меня таких заклинаний нету. Зря! Санфринго! Ну что, смелости Блядь. поубавилась? Ритук! Что, дорогуша, на тренировке времени не хватает? Мама! Конфринго! Сука, Так я тебе и умерла, надо. серьезно? Где я сохранилась-то? Где я сохранилась-то? То есть как 100 баллов Хуинфендур дать, проблем нет, так как на нормальных мужиков отдел безопасности нет. Ну да. По моему мнению, тот, кто делит мир на добро и зло, просто показывает свою ограниченность. Ну Я нахуй. сам тебя не нашел. Своротливая проныра. Протего! Инцендио! Блять, мне надо вон ту бабу завалить в первую очередь, она пиздец. Руквудовцы так просто не сдаются! Понравилось? Нет. Инцендио! Какая лепёса, блядь. Ебать. Я почти победила ее. Надо, короче, обойти ее потихой. Подкрасться, ёбнуть. Пу-пу-пум. Похороны. Ну а вот и закончилась история Ниноры. Вот и все. Не пойму, почему из-за браконьерства поднимают такой шум. Мяса на всех Да? хватит. Блин, я не могу перестать слышать голос орка из Обливиана в этой озвучке. Так это не тот. А где главная сучка тут была? Пожалуй, поразведаю, нет ли какой добычи для браконьера в окрестностях Фелдкрафта.
Так, где? Вот. Трификус Тоталус. Ассасин. Ассасин. Нихуя. На нахуй. Просто убил челика. Технически опасный для... немного опасный для социума элемент, который клептоманит и людей на атом разбирает каждой бочке затычком. Добрая детская игра. Угу. Так, меня сюда привели бабочки. Ревелио. Я должна привести сюда всех бабочек, что ли, или что? И такая добрая музычка сразу. У них могут быть семьи. А все. Что это за ведьмин круг такой? Пока непонятно. У тебя нет магии пока? Окей. Собака? О, сейчас шерсти соберем. Что собаку уебала? Вообще, прям... Ну не стыдно мне. О, шарф. Шарфик. Хорошо подобранный. Прикольно. Похожу в нем пока. Чё в пещерке? Нужно здесь осмотреться. Цилиндр. Можно мне еще более дурацкую одежду дать? Деньги с трупов. Цилиндр крутой, надевай. Ну, ты имеешь в виду в качестве характеристик? А я не могу его пока надеть. У меня уровня не хватает. Я пока слишком маленькая. Я бегаю там, где меня быть не должно. Так, где Майнквест? Вот тут. А я не могу сюда телепортироваться, да? Надо сюда добежать, получается. Ну, побежали, не знаю. Алло.
ветер в волосах, когда летишь верхом на метле. У вас все стабильно, да? Ладно. Ой-ой. Ты чё, братан? Ревелио! Что с тобой? Левиоса! Ты что с ним не так? Запор у него? Ладно, соболезную. Так, как мне выйти вон туда? Как мне выйти отсюда? Типа вот сюда, потом вот так. Нужно к мосту. Типа прямо и в главный выход, да? Так что ли? Так, я не понимаю, что с этими кубиками не так? Главный выход, главный выход, главный выход. Это главный выход? О. Ревелио. Песочные часы факультетов. Это большие и богато украшенные песочные часы, содержащие рубины, бриллианты, сапфиры, изумруды, заколдованы для подсчета очков Гриффиндоров, Пуффиндуй, как Тавран, Слизерин. Окей. Прикольно выглядит. Здравствуйте, я уже успела найти девушку, она меня бросила. О, привет, Хупер. Привет. За что она тебя бросила? О, мы нашли его. Обеденный зал. Я плохой и т.д. Ну, нельзя же быть просто так плохим. В нашей семье все болеют только за Пушек Пэдл. Мы не поддерживаем Падлмир Юнайтед. Еще раз увижу их портрет на твоей стене, отправишься первым же поездом домой и снимешь его! Забавная штучка. И нихуя себе. Сори, за такие слова Твич не разрешает их. Но я вас поняла. Мне этот голос напомнил тот мем, где кричат, что Тони Старк в гараже сделал костюм из говна и палок. Тут очень такие знакомые актеры озвучек, я бы так сказала. В любом случае, каждый раз, когда я слышу, что у кого-то что-то с девушками случилось, я почему-то чувствую персональную ответственность за всех девушек. Вот. Так что прости. Помахай магии тут по сюжету. По сюжету? Левиоса! Место мессенджера Макс будем так голосовые отправлять.
Это смешно. Но было бы неплохо, кстати. Но разве что все остальные бы слышали, что мы получаем, но это такое себе. Не понял, что это за коллективная ответственность, не знаю. Вот когда мне говорят, что типа все стримеры говно, и я тоже такая, типа, нет, не все говно, типа, вот, мне сразу хочется пооправдываться. Когда говорят, что все девушки твари, вот мне тоже хочется как-то это... Да где? О. Кафедра в виде совы. Эта заколдованная кафедра служит местом, с которого великие директрисы и директора Хогвартса, а также профессор Блэк обращаются к студентам, профессорам школы. Вау. А я думала, это сова. Тут секретов много. Да, я вижу. Ревелио. Но я не могу в них зайти, потому что у меня нету заклинания. Тут дверь не откроет. Ладно, она открывается. О. Все девочки хорни булочки. Ну, не знаю насчет всех. Как-то один раз я... Ну, это было давно, еще в колледже. Время охуительных историй. Я начала рассказывать ей всякую пошлятину. Одной из девок, с которой я общалась, я прям начала жестко пошлятину рассказывать. Она не поняла моих приколов, раскраснелась. Буквально она стала как помидор, прям буквально раскраснелась. Я вообще такое в первый раз в жизни видела. И начала на меня орать. Типа, хватит это говорить, хватит! Я посмотрела на нее испуганно вот так. Типа, тебе уже 20. Нельзя сюда запрыгнуть. Ну ладно, может ей было не 20, а 19, но все равно, типа, неадекватная какая-то реакция. Вот бы мне девушку всякую пошлятину говорила. Ну, пока что только я. Извините. Как пройти в библиотеку? Где я вообще нахожусь? Куда мне идти? Не совсем понимаю. А, мне надо прямо, да? Прямо и налево. Прямо и налево. Прямо внутрь или прямо наружу? Наверное, внутрь, да? Сохранили меня. О, телепорт. А чё, не законнектился телепорт? Где он? Мощёный двор. Выглядит прикольно. Левёса! Инцендио! Левиоса! Что-то я не дотягиваюсь до него, что ли? Ревелио! А как мне до него дотянуться? А, это отсюда? Инцендио!
Ревелио! Окей. Дракончик. О, прикольный мостик. Мне туда? Нет? Куда я пришла? Где? Блин, я в другую сторону ушла, да? Да, мне не туда. Мне обратно. Мой комп такой: оперативки, оперативки. Не хватает ему на карту немного. А я потом смотрю на цены на оперативки, такая: да, надо было раньше покупать. А куда идти-то? О, там еще одна летает. Куда она улетела? Мистер Твен что-то на бусте у себя постит. Шука. Блин, не то нажала. Ой, это что такое? Ревелио. Это нельзя, да? Куда я теперь пришла? В обратную сторону. Да что ж такое? Все время мимо прохожу. Ревелио! С этим ничего нельзя сделать. Ладно. Туалет. В туалете кто-то бабки забыл. Тортик, блядь. Тут кто-то романтическое свидание на толчке устраивал. Я не... Ладно. Он даже отражение работает. То есть все это время я существовала заклинание невидимости, а Гарри Поттер использовал накидку? Прикинь? Они это как-то объяснили там по сюжету, я помню, что мантии типа более надежные, чем заклинания. Что-то такое. Или наоборот, я не помню. О, я туда иду, да? Я иду правильно, все, нам прямо. Ва. На вам, проклятые доспехи. Не знаю, зачем я это делаю, но раз можно. Вообще я люблю доспехи. Ждать? Нет, я не буду никого ждать. Это колодец? О, знакомая мелодия. Блин, как мне нравился вот этот вот мост. Еще и в фильме. Не только убийца и клептоман, но еще и вандал. Конечно.
Не может быть чего-то одного, должно быть все сразу. У меня все время тут было телепорт. Понимаю. Что это такое? Койол. Это овца. Левёса! Полетела овца. Теперь ты овечка Долли. Почти. Выдающаяся школьная мантия. Реально, постоянно какое-то шматье падает. Куда мне потом его пихать? Ну, кстати, смотри, какая. Ничего так выглядит даже. Даже не позорно. И теперь какая-то особенная. Выгляжу как отличница. Раньше я почему такой злой был? Потому что у меня мантии не было. Ну теперь я еще буду ичи свои. Что за заклинание на нем нарисовано? Огонь? Инсендио! Еще одни очки. Окей. Меня прям заставляют быть очкариком. Там какая-то кака плавает. Инсендио! Я не знаю, как-то она не особо сопротивляется. И не хочет подходить даже. Я умею плавать. В шоке, я думала, тут нельзя плавать. Там же вначале было точно, да? А как на дно плыть? Ctrl, Alt, Shift. Ничего не помогает. Как-то на дно она не плывет. На пробел? Нет. Кто помнит, как занырнуть? Ладно, проебано. Какой-нибудь еще башка раскалывается из этой погоды. У меня 2 дня назад башка болела. Привет, новый арбузный. Привет. Рассказывай. У тебя +2? Я в шоке. У меня вчера был -26. А мы пришли к заданию. Это что за лачуга Хагрида? Нижний Хоксфилд. Один из моих 2 самых любимых Хоксфилдов. Там просто чудесно в это время года. Это кто
со мной разговаривает? Кто со мной разговаривает? Это что за чувачок? Никогда бы не подумал, что сторонники Ранрока зайдут так далеко. Прошу прощения, у вас что-то случилось? Можно сказать, что да. Я больше не могу вести дела и едва не лишился жизни. Поищите товары в других местах. Мне теперь нечем торговать. Никогда не думал, что дойдет до такого. Не теряйте бдительности. Ранрок и его сторонники никого не пощадят. Они напали на вас? Ранрок не терпит гоблинов, которые не хотят к нему примкнуть. Мне бы тоже хотелось, чтобы волшебники относились к гоблинам как к ровне, но я не считаю, что для этого нужно проливать кровь. Когда я сказал им об этом, они вышли из себя, избили меня почти до потери сознания. Отняли у меня тележки и все мои пожитки, и даже забрали самое дорогое — мои картины. Вы художник. Прям как я, жесть. Теперь мы подружимся. Вы упомянули, что они забрали ваши картины. Вы художник? Да, это мое призвание, хотя многие полагают, что это необычное занятие для гоблина. Большинство моих родственников занимаются металлами или работают в Гринготсе. Готов поставить свою лучшую кисть, что сторонники Ранрока не ценят мои работы, и все холсты пойдут на растопку. Без своих тележек и инструментов. Кто знает, когда я снова смогу рисовать? А раньше такое случалось? А банда Ранрока уже нападала на вас раньше? Я уже порядком натерпелся их угроз и насмешек, но они считают, что могут получить свое, только прибегая к насилию. В последнее время делается только хуже. Могущество Ранрока растет день ото дня, и его сторонники это знают. Они чувствуют, что им все сойдет с рук. Ранрок решил, что все гоблины с радостью последуют за ним, но он ошибся. Многие из нас хотят разрешить споры с волшебниками с помощью дипломатии. Окей. Жаль, что с вами такое случилось. Увижу ваши тележки, сразу же вам скажу. Это очень мило с вашей стороны, но думаю, что их утащили в лагерь к юго-западу отсюда. Дорога туда проходит возле руин. Пытаться их вернуть было бы опасной затеей. Правда, я заколдовал тележки, чтобы они вернулись ко мне в случае потери. Хотя шансы и невелики, я все еще надеюсь, что смогу вернуть себе часть украденного. Я тоже своего рода Приятно было познакомиться с вами. Жаль, что при таких обстоятельствах. Ладно. Блин, мне куда-то показывает идти. Ладно. Куда? Так далеко опереться. После того, что Ранрок сделал с тем гоблином-банкиром в Гринготсе, нечего удивляться случившемуся с Арном. Не то чтобы я удивлялась. Кто там? Че, реально мы туда побежим? Ладно. Что это такое? Чей-то домик? Тут какие-то бандиты шарахаются, а тут дети, блин, играют. Да, ну адекватно. Чешуя гибридного черного дракона. Нифига себе. Гибридский черный дракон может вырасти до 9 метров в длину. Большая грубая чешуя, принадлежащая одному из этих драконов, является ценностью Арчибикла, которую он хранит в своем тайном убежище. Это и есть тайное убежище? Просто на полу валяется? Я могу это просто все спиздить. Че смеешься? Надо пройти руины. Я на верном пути. На нахуй.
что, обратно телепортируемся? Левиоса. Спасибо. Я начала от чего-то Лаги. уворачиваться. Кажется, это здесь. Пиздец. Хуя себе Левиоса, да. Это типа, чтобы я подпрыгнула? Не, ну это сработало в целом. Спасибо. Спасибо, мистер Корничук. Кажется, здесь не один выход. Как говорится, улыбок тебе, дед Макар. Если он сейчас не одумается, будет еще сильнее наказан в назидание другим. Инцендио! Левиоса! Какое? Ой, нихуя себе! Охуеть! Я отомщу за твою гибель. Охуеть! Рук тебе это не найдет. Да сколько же вас тут? Какая приятная встреча. Вот это мне поебучки дали. Вечно в патруль отправляют меня. Блядь, серьезно? Акцию! Это ты в меня? Протего! Блядь, не успела. Извини, не вышло. Охуеть, охуеть, Ты охуеть. меня не остановишь. И это все, что ты можешь? Ой, я вообще в Победа ахуе. за нами. Подожди, подожди. Гномики не такие уж и миленькие. Нихуя мне врезали. Мне кажется, я немного не по уровню. Здесь не один выход. Может быть, мне надо просто прокрасться? Да сколько же вас тут? Так и знал, что тебя незачем опасаться. Акцию! По одному их надо вылавливать, короче. Думаешь, это Я отомщу за твою гибель. Пиздец. Арн пожалеет, что не присоединился к нам. Если он сейчас не одумается, будет еще сильнее наказан. Акцию! Инцендио! Ах, хуй. Надо аккуратно. Почти Skyrim получается. Получается. Блин, штучки исчезли. В кого вопрос? Ой? Ой-ой, я не вижу. Я не успокоюсь. У тебя все? Это просто смешно. Сука. На нахуй. Чувак, у меня ульта есть. Блин, а нельзя поварить, получается. Ну, у меня... Если в Скайриме можно прям на ходу поварить себе заклинания, зельишки, а тут так не получится. Терпи. А что у меня на тап? Ядовитый тентакул.
И насколько далеко она полетит, эта тентакула? Просто интересно. Я все слышу! Протего! Куда она полетела? Где? Вы видите его? Я не вижу. А, вот ты где. Уёбок. Ранрок нас объединит! Я не вижу нихуя. Где он? Вот он, блядь, стоит. Пиздец. По-моему, эффектно получилось. Теперь пиздец. займусь тележками Арна. Просто весь лагерь разъебало. Ревелио. А это что такое? Вот так чары. Тележки возвращаются к Арну. Ой, сами идут. Найс. Это что такое? Я могу просто сесть на тележку и поехать? Нет? Нельзя? Ладно. Ики на точке верни. Кого на точке верни? Ревелио. Шарики на круги. Акцо! Левиоса! Как? Акцо! Как я ее должна вернуть? Или какие шарики? Что происходит? Левитации. Только она не работает на них, как видишь. Ревелио. Чего оно? Окей. Я не знаю, но оно не хочет. Левиоса! Никак. Другого у меня нету, сори. Ревелио. Тяжело. Sorry. Ты кто там? Еще пизды получу. Ау!
Чего вас так много? А! Бля, я аж все залагало. От напряжения. Ау! Это что такое? Тю-тю, 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 тю-тю. Просто так хожу, каких-то волков разъебываю зачем-то. Обчистила лагерь. Я реально какой-то ассасин. Просто хожу, аванпосты зачищаю. Гав-гав. Ривелио. Блять. Застрял. Левиоса! Инсендио! Что с этим сделать? Никто не знает? Ой, не то. Что я еще могу использовать? В принципе, ничего. Нихуя, прикольно. Таких штук у меня нету. Ладно. Не хватает магии. Да, мне надо по майн-квесту идти. Коровка. Видите, такие маленькие. Муа. Красивая. Если вы пришли посмотреть на мои товары, боюсь, мои тележки еще... Арн, хорошие новости. Ваши тележки скоро будут у вас. Я не знаю, что и сказать. Я уже отчаялся вернуть свое добро. Среди сторонников Ранрока я прослыл дураком за то, что верил в доброту волшебников, но благодаря вам я знаю, что не ошибался. Они были решительно настроены усложнить мне задачу. Рад, что вы в порядке. Ой, я жду не дождусь, когда ко мне вернутся вещи, особенно краски. А знаете, вы меня вдохновили. Я много лет водил дела с ведьмами и волшебниками, и мы всегда отлично ладили с ними. Ай, наверное, я посвящу свое следующее полотно всему хорошему, что у нас было. В этом проблема игры. Тебе хочется полазить везде, где нет магии. Ну, в этом есть мотивация учиться, в общем-то, магии. Блин, у меня все, оперативка умерла. Походу, все, уже не хватает ее. На стрим. Комп F. Просто помолитесь за него, пожалуйста.
Отличная идея, Арн. Желаю вам удачи. Скорее бы взяться за работу. И еще раз спасибо за все, что вы для меня сделали. Не за что. Рада тебя видеть, подруга. Не то чтобы я с тобой много общалась, ну ладно, подруга так подруга. Привет, Натти. Ты как? Я в порядке, спасибо. Я была там и видела, что случилось с Руквудом и Харлоу в 3 метлах. Я о тебе беспокоилась. Сейчас со мной все в порядке. Слушай, ничего, если я спрошу, почему они тебя разыскивают? Не должна быть одна картинка. У тебя, наверное, что-то зависло, попробуй ее перезапустить. Да, перезапустить. Доверяем ли мы ей? Она из Гриффиндора, знаете? А гриффиндорцы, они не держат секреты в тайне. Никогда не встречала Руквуда и Харлоу. Должно быть, они приняли меня за другого ученика. Несколько странно, что они с таким упорством преследуют ученика Хогвартса. Но как бы то ни было, тебе определенно грозила опасность. Но пока давай остановимся на том, что Руквуд и Харлоу представляют угрозу для нас обоих, да для всех. Поэтому я и хотела с тобой поговорить. Все только и говорят о том, как тебе удалось спасти Хогсмит от нападения троллей. А я уж точно никогда не забуду, как Сирона дала отпор Руквуду и Харлоу в 3 метлах. Ваша смелость и меня вдохновила на решительные действия. Какие действия? Мы с мамой покинули Мотобеллиленд из-за таких людей, как Руквуд и Харлоу. Я не намерена сидеть и смотреть, как они разрушают мой новый дом. Гриффиндор сосать, туда их. Хорошо. Руквуд и Харлоу опасная парочка. И имей в виду, что Руквуд спелся с Ранроком. Поговаривают, что их видели вместе в Хоксмиде. Тем больше причин их остановить. По слухам, Теофил Харлоу заправляет делами шайки Руквуда. Если справиться с ним, то вся затея Руквуда пойдет прахом. Может и так, но разве такие, как Харлоу, не забота констебля Сингер? Я с ней говорила. Она была очень любезна, но по понятным причинам не стала обсуждать подробности с учеником. Я подслушала разговоры бандитов Руквуда о незаконной ловле волшебных существ, которые замышляет Харлоу. Подумала, что можно разузнать об этом побольше, собрать доказательства его вины для констебля Сингер. Хорошо, но как? Я буду внимательно смотреть и слушать. Выясню, что именно замышляет Харлоу. Как что узнаю, сообщу тебе. А пока, помни, я всегда готова прийти на помощь. Спасибо, Натти. Окей. Будь начеку. В первом фильме Поттера были афроамериканцы. Как вы смеете мне угрожать? Что здесь происходит? Нет, там были афробританцы. Но среди главных героев были только британцы. Мамочка, Арчи, мне некогда спорить. Я тебе уже 100 раз говорила, чтобы ты не отходил далеко от дома. Особенно, когда я внутри с твоей сестренкой. Ты должна на них посмотреть, мамочка. Они такие красивые. У этих лошадок крылья. О, ну все, хватит. Я слишком устала сегодня, чтобы выслушивать твои истории. Оставайся здесь, где я могу тебя видеть. Ладно, а теперь, может, нарисуешь еще что-нибудь для меня? Ладно, мамочка. Какие лошадки? Где лошадки с крыльями? У мальчика шизофрения. Как ее заебали его охуительные истории. Да. Какую-то шмотку я опять нашла. Легендарный малиновый мистический комплект. Прикиньте. Как вам? Ну, на вид не очень, предыдущая лучше была. Ну ладно. Для разнообразия. Не, а вот мантию я точно поменяю.
теперь выглядите как черт. Тут сундуки 3 штуки на этой карте. Вот один. Какое сказочное место. Что с тобой? Она накурилась, что ли? Там только замок. И вот тут еще что-то валяется. Оп. Ракушка. Как ты относишься к пастам? Мне нравится паста, они смешные. Они должны были здесь проходить! Думай! Что происходит? Никого я тут не видела, ясно? Я занимаюсь исследованиями, и мне некогда выслушивать... Виктору Руквуду плевать на твое время! Ха! На ловца и зверь бежит. Мистер Руквуд хочет перекинуться с тобой словечком. Вы за учеников взялись? Да вы... Все, заткнись. Оставьте ее в покое. Остолбеней! Не нужно было... Инцендио! Просто убьем сейчас каких-то мужиков. Просто в море его утопило. Ну, в реке или что там. Я буду наблюдать, как в твоих глазах гаснет жизнь. Как ты к такой отнесешься? Я бы хотела с тобой отношения, наверное, даже хотела бы жениться, но думаю, тебе надо сначала либо в церковь сходить, либо к психотерапевту хз, потому что тебе демон, либо ты просто припизнутая. То и другое готов принять. Просто мне надо знать, с чем я дело. Я слишком опасная, лучше не пытайся. Я припизнутый демон. В разделе коллекции «Ваше руководство» появился новый тип врагов. Здесь вы можете получить... Я тебя вижу. Мы можем их удержать! Я никуда с вами не пойду. Вы соберете ученицу только через мой труп! Притукну. Ах ты, сука! Нападать на детей! Передайте Руквуду, пусть сам за мной придет. Инцендио! Блин, не дотягиваюсь. Да! Это было твоей? Ну давай! Или боишься? На! Камнем ему в ебучку просто. Что это вообще такое? Как они посмели так себя вести? Притом неподалеку Действительно, от бабуля. Хогвартса. И не говори. Могу я тебе что-нибудь спиздить? Увы, нельзя. Вы в порядке? В полном. И во многом благодаря вашему Как же мастерству в кринжи защитных со заклинаниях. своего имени, я не могу. объясните ли вы, почему двое пеплам Можно готовы были переименоваться? отправить меня на тот свет, лишь бы добраться до вас? Пепламбы. Грабители Нора и и не вымогатели, Нора подельники Виктора разговаривают. Смешно, Руквуда. да? Похоже, они очень вами интересуются. Это долгая история, но благодарю за помощь. Что ж, на сегодня вам удалось от них избавиться. Прия предупреждала меня, что здесь опасно. Лучше продолжу исследование, пока они не вернулись. Да, бабуля, не связывайся со мной. Я припизнутый демон. Вы упомянули некую Прию. Кто это? Да, мы одна семья. Именно благодаря ей я заинтересовалась Мерлином. Она подарила мне книгу о нем. Трудолюбивые, как и все Мерлин пуффендуйцы. У нее женщина. своя лавка в Лютном переулке. Она странствующий торговец, знает обо всем, что в горах происходит. В книгах объясняется, почему злые маги бесконечно не изучают Авада-Кедавра. Да, почему? Это был вопрос. Потому что дементоры приходят и забирают тебя к себе. Типа, если ты будешь использовать Авада-Кедавра постоянно, то тебя съедят дементоры. Вот.
А еще, кстати, тут недавно с девочкой познакомилась, она работает на заводе, получает 360к в месяц, и вот у нас зашла речь про заведение семьи, ее требования к мужикам, она сказала, чтоб я мылся, а я чё, я витубер, я сказала, что это перебор, и мы в итоге разошлись. Уверен, что она платит за своих высоких требований, пока я вымаливаю своих шейков на доширак. Подожди, надо было сказать, что ты не витубер, надо было сказать, что ты просто стример. Так смешнее. Ну ладно. Ребятушки, давайте лучше улыбаться. Хихих, зачем мы ссоримся? Все же в интернетике. В интернетик что, правильно, добреньких места. Действительно. Самые добрые люди в интернете. Вы проводите исследования? Нора Тредвелл, к вашим услугам. Историк и археолог. Специализируюсь в изучении жизненного пути Мерлина. Я думала, сказки о Мерлине и Артуре просто миф. Миф, говорите? Хорошо, что сэр Кэддиган вас не слышит. Со своего портрета в Хогвартсе он только и вещает, что о былых делах с Мерлином. Вы ведь знаете, что Мерлин учился в Хогвартсе? Я изучаю интересные приспособления, которые он здесь оставил много веков назад. Приспособления? Этих колонн, увитых виноградом, здесь множество. Я привыкла называть их «испытания Мерлина». Я считаю, что он создал их как развлечение для друзей слизеринцев. Он так любил всякие загадки и головоломки. Угу. Понимаю, отчего Мерлин вам так интересен. Узнать бы побольше об испытаниях. Хорошо, тогда расскажу вам маленький секрет. Никому Секрет? еще не удавалось разобраться, как они работают. Но, думаю, я только что обнаружила ключ к разгадке этой тайны. Подозреваю, что сладкая мальва – важный компонент, приводящий в действие механизмы испытания. Сладкая мальва? Растение универсального применения. Мерлин постоянно упоминал его в своих трудах. Я как раз добралась сюда, чтобы проверить свою теорию, и тут меня так грубо прервали. Видите, в центре каждой спирали в записках Мерлина находится символ. Это навело меня на мысль, что... В центр символов нужно поместить сладкую мальву? Вот именно. Не поможете ли мне с этим? Посмотрим, что получится из нашей маленькой гипотезы. Я привезла с собой целый сундук сладкой мальвы. Он возле моей палатки. Пипец, как оно похоже на мою бабулю. Повезло тебе с бабулей. Вы про Не этот зря сундук? тут. Да, берите побольше, даже если у вас они уже есть. Теперь у меня есть сладкая мальва. Отлично. Теперь обратите внимание на лозы вот здесь Ривеля. на колоннах и на спираль на земле. Эти элементы есть в каждом испытании. Бросьте сладкую мальву на спираль и посмотрим, что будет. Ничего себе! Видели? Лозы исчезли. И что теперь делать? Это никому не известно. Акцо! Что это за поминальные огни? Инцендио! Мерлинова борода! Если зажечь огонь, колонны уходят в землю. Ва! Мерлинова борода! Волшебство! Как красиво! Ну и денек, даже не верится. Можно сказать, что мы достигли успеха. Можно, конечно, но теперь у меня еще больше вопросов. Как все это работает? Нужно свериться с записями. Вдруг я что-то упускаю. Все эти испытания такие? Не совсем, но я думаю, при каждом есть эти характерные лозы и спираль на земле. Если наткнетесь на них, разгадывайте на здоровье. Думаю, у меня уже есть все необходимое для исследований. Думаю, для каждого из них потребуется сладкая мальва, которую всегда можно найти в Хоксмиде, если понадобится. Вообще-то мне уже пора. Очень рада была с вами познакомиться. Давай. Берегите себя. Бабе. А я узнала все, что хотела, и теперь могу вернуться домой к своим книгам и записям.
Тебя не смущает то, что я хожу в нихуя. В мантии с черепами. Вот бы они матерились. Портрет из гостиной хочет поговорить с тобой. Это Элдрич Диггори. Кажется, когда-то он был министром магии. Со мной хочет говорить портрет. Понимаете? Уровень дискуссий. Привет. Ты что-то хотела? О да, хвала небесам. Мое имя Грейс Пинч Медли. И да, я из тех самых Пинч Медли, что из Бата. Я так надеялась, что кто-нибудь сюда придет, а то я уже готова была нарушить волю отца, хоть потом никогда бы себе этого не простила. Видишь ли, мне нужно достать с дна озера одну вещь. Не можешь ли ты мне с этим помочь? Ладно. То есть мне нужно будет нырнуть в озеро? Звучит интересно. Прекрасно. Я очень надеялась на такой ответ. Очень интересно. Что нужно отыскать? Много лет назад мой дедушка, считавший себя настоящим астрономом, отправился с бабушкой со станции Хоксмит в короткое плавание, чтобы понаблюдать за звездами. Во всяком случае, таков был план. Но они так и не вернулись. Мне очень жаль. Что с ними случилось? Никто не знает, что там произошло, но ни они, ни лодка из этого плавания так и не вернулись. Предполагается, что они утонули. Мой отец так горевал, что навсегда запретил кому-либо из нашей семьи даже приближаться к Черному озеру. Той ночью вместе с ними пропала ценная семейная реликвия — астролябия. Если ты нырнешь в озеро и достанешь ее, надеюсь, отец хоть немного утешится. Бали на Бали. Ага. У меня такой вот вопросец к вам. Вам не кажется, или фраза вот это вот... Я понимаю, что в английском языке это просто, ну, как пожалуйста, здравствуйте, все остальное. Ну, типа, мне очень жаль. Не звучит ли это так же, как будто бы мне очень похуй? Не знаю. Мне просто так кажется. Астролябия — это вообще что? Это удивительный древний инструмент для навигации. По сути, это модель Вселенной на ладони. В основном ее используют для изучения звездного неба. Но можно найти тысячи других вариантов применения. Чудесное устройство. Наверное, астролябия так заржавела, что ее уже не починить. Очень жаль, но все равно хотелось бы ее вернуть. Хоть какая-то память о бабушке с дедушкой. Почему ты думаешь, что фамилия Пинч-Смедли из Бата мне известна? Это все равно, что спрашивать, почему небо голубое, а трава зеленая. Разве ты не знаешь, что Пинч-Смедли всегда славились своей любознательностью? Наша семья внесла огромный вклад в науку и искусство. Честно говоря, я удивлена, что кто-то о нас не слышал. А я собираюсь столько всего наоткрывать в окружающем мире, что даже те, кто никогда не слышал о Пинч-Смедли, обязательно о нас узнают. И поэтому я должна этим заниматься, а не ты. Хитрая баба, а? То есть смотри на нее какая. Я, то есть, должна нырять в какое-то озеро, а она будет просто смотреть и пожинать лавры. Охуела? Даже не знаю, рисковать жизнью ради ненужной, но памятной вещицы? Я понимаю. Но если вернешь мне астролябию, я буду вечно признательна. А если найдешь там еще что-то, можешь забрать себе. Я проанализировала последнее предполагаемое местонахождение судна, топографию озера, карты глубины и график приливов. Поэтому уверена, что она где-то здесь, ярдах в 200 от пристани. Мы будем счастливы, если тебе удастся вернуть нам дедушкину астролябию. Поэтому их бабка с дедом Надеюсь, бросили. ты найдешь эту астролябию. Она очень много значит для нашей семьи. Похоже, ее астролябия где-то к северо-востоку от причала. Нужно нырнуть и посмотреть. Прям нырнуть? А как нырнуть? Я так и не поняла.
Плыви до омута. Плыву. Блин, какой офигенный мостик. Наверное, семейную астролябию Пинч-Смедли надо искать здесь. Как нырнуть? А, и все? Окей. Шарфик. Шапка куколдуна. Я тут целый сет сейчас соберу, типа. Ей. Нужно сказать Грейс, что мне удалось найти ее семейную астролябию. Надо будет сказать ей, что она теперь мне нужна. Фу ты, она тебя. Все. Все, окончилась шутка. Денег бери. Ну, либо отсосом. Привет, Грейс. Следуя твоим указаниям, я нырнула на дно Черного озера. Ну надо же! И тебе удалось найти астролябию? Невероятно. Ну, не просто так я тебе ее не отдам. Да, но это было нелегко. Я думаю, мне полагается награда. Что ж, думаю, это справедливо. За найденное сокровище полагается награда. Благодарю за возвращение нашей реликвии. Тебе бы поискать другие места для погружения. С такими способностями можно достать из воды столько ценного. Еще раз спасибо. По-моему, тебе следует продолжить нырять. У тебя явно талант к поискам сокровищ. Монеток? 20 монет. Монеток. Ну хотя бы шмотки нормальные. Теперь я точно выгляжу как черт. А, вот эту маску мне дали. Ну чё, как вам?
Давайте я оденусь как самый большой урод. Так это я не могу надеть. Да, вот это клоун. Ебабельный точка. Ну, как сказать. Слушай, ну зато моя маска хорошо сочетается с вот этими полосками. Можно еще под низ что-то дурацкое одеть? Что-то прям плохое платье. Это что такое? Просто одежка. Давай в пижаме, не знаю. Своеобразно. Ревелио. Тут что-то обозначено. Что тут что-то есть. Какой-то секретик. О. Инструменты смотрителя. Можно было бы и предположить, что этот набор инструментов следует заколдовать, чтобы использовать для создания всевозможной мебели, для уютной хижины, любых, даже самых невероятных размеров. Угу. Но он предпочитает все делать своими руками, типа. Пушкипеда. Осуждаем. Стоунхевенские сороки. Да, тут текстурки тоже я сделала так, чтобы заменены были на русские, прикиньте. Ахуй. Кто-то постарался над русификатором, конечно. Интересно, они же, ну, наверняка там какие-то сборы, да, вот за свою вот эту вот работу, получается, собирают. Оно вообще окупается, все их труды? Как думаете? А я вообще красоту не использовал. У меня такой перс-уебан смешной был. Не, ну это тоже может быть своя фишечка в этом веселая. Здорово, уважаемый. Привет, Егор from the Freedom. А я не Нора from Democracy. Мы, в принципе, с тобой на одной стороне. Наверное. Если верить, конечно, лору Хелдайверса. Вообще ноль реакции у совы. Даже погладить нельзя. Почему? Ревелио. Непонятно пока. Я сталкер, а не хелдайвер. Какая приятная встреча, моя юная подруга. Как-то на зону попал внезапно черный сталкер. Это был ты? Жаль, нельзя сталкер постримить больше. О, прикольно. Жаль, что, правда, звуки не совпадают немного с изображением.
Пока у тебя нет этой магии. Ладно. Чё, танцуем? Прошу минуту вашего внимания. Уверяю вас, вы не пожалеете. Что-то там еще поет якобы. Подходите сюда, ученики. Сейчас вы станете свидетелями шедевра, который мы придумали для услады ваших ушей. Так, а мне куда? Надо отслеживание включить. Второй сталкер нельзя. Думаешь? Первый, думаешь, можно? Отслеживать. Фига, как идти до туда? Можно просто вот так, нет? Хорошая кися. Благодарим вас. Первую трилогию не запрещали, да? Окей, ладно. Я просто уже начинала играть в Anomaly. А вы знали, что он гей? Я не знаю. По крайней мере, на то были какие-то намеки странные. А я их не поняла с первого раза. Нельзя прям вот туда. Ладно. По-красивому пойдем. Тут какой-то сундук. Наверное, там, под мостом. Впадло. Моё. Да ну перепрыгнешь ты, ну. Ладно. Что-то как-то тихо тут у вас. Окей. Я теперь умею и такое Это делать. я, Гаррет. Есть разговор. Ну что опять? Ты звал меня, Гаррет? Звал. Как Поскольку он ты меня помогла узнал? с пером Флупера, то я подумал, В что этой ты и шмотке. здесь сможешь мне помочь. Я придумал напиток на основе летучих шипучек, но мне не хватает основного ингредиента. Как насчет домашней работы? Как ты успеваешь учиться и заниматься своими экспериментами? Времени хватает на все. Уже давно так. В общем, я думаю, что главный ингредиент летучих шипучек — сушеные жало веретеницы. Они хранятся под сладким королевством. Я бы и сам сходил, но тетя Матильда следит за мной. Считает, мне нужно думать о зельеварении, а не о творчестве. Так что предлагаю тебе пробраться в подвал магазина и прихватить несколько сушеных жал веретеницы. Ты из РП? Я боюсь, мой чат начнет выть, если я буду в РП играть. Отлично. Знать быстрый и тайный путь из замка всегда полезно. Здорово, спасибо. Но этот путь не то чтобы быстрый, важно лишь, что он секретный.
Проход скрыт за статуей одноглазой ведьмы в коридоре 3-го этажа. Коснись ее палочкой и скажи «Десцендиум». Ты просишь меня украсть их из магазина? Мерлин, я же не прошу тебя ограбить Гринготс. Магазин не обеднеет, а мне хватит и пары штучек. Это всего лишь ингредиент. Никто даже не заметит, поверь. Да мне похую на самом деле. Сделаю всё, что Воровать смогу. я Отлично. туда. Если поможешь, я разрешу тебе первый попробовать мой напиток. Интересно, удастся ли убедить Амита помочь с домашкой? Может, тогда тетка ослабила бы контроль? Нужно достать для Гаррета сушеные жало веретеницы, чтобы он закончил свое новое зелье. Думаю, отыскать статую одноглазой ведьмы несложно. Кажется, это нужная статуя. Так, какой там был пароль? Десцендиум. Вот это я нехорошая. Быстро. Я ее издалека заметила. Секретный проход. Лифт. На нем можно спуститься. Но он, похоже, сломан. Репаро. Вау. Вот это я молодец. Кажется, сработало. Этот замок не перестает меня удивлять. Да уж. И никто не следит тут ни за чем. Просто делай, что хочешь. Им еще повезло, что мне не дают делать реально все, что я хочу. Инсендио! Я в ловушке. Как же отсюда выбраться? Даже не знаю. А это не то. Ревелио. А просто нельзя на него? Окей. Я реально ассасин. Нужно как-то здесь пробраться. Репаро. Левиоса. Воу-воу-воу-воу. Инсендио! Еще один кусочек и готово. Левиоса! Что-то мешает этой платформе. Может, просто допрыгнуть. Ревелио! Акцио! Левиоса! Сработало! Ей! Должно быть, это вы. Нужно придумать, как открыть эти ворота. Инсендио! Пахнет сладостями.
Похоже, сладкое королевство совсем рядом. Блин, сладкое королевство звучит так, как будто меня там ожидают усатые дяденьки. Вам так не кажется? Я уже напряглась как-то. Сладкое королевство. Шоколадом пахнет. Так, где же искать сушеные жало веретеницы для Гаррета? Мне уже не влазит в карманы уже просто эта и одежда. Уже хоть жопой же. Давай уничтожить. Все равно. Серьезно. Говёные перчатки мне дали. Так, это обратно вернуться. Сушеные жало веретеницы у меня. Можно возвращаться к Гаррету. Интересно, что за новое зелье у него получится? Нямка. Меня жухнуло. Просто так схомячила прям в перчатках. Я шла в одно место, а вообще иду абсолютно в другое. И что, мне теперь туда пешком переться? Ну ладно. Подожди. Я не туда нашла. Я иногда слишком тороплюсь, знаете. У меня такое вот есть ощущение. Даже не знаю, откуда оно у меня. Такая музыка. Опять я прошла сквозь дверь. Что-то с этой дверью явно не так. Привет, Гаррет. Сушеные жало веретеницы у меня. Принесла? Здорово! Ей! Приятно было помочь. Вот, возьми. Отлично! Не терпится приступить. Еще раз спасибо. Сообщу, как сварю первую партию летучего пива. А, надо было с него бабок стрясти. Ну ладно. Ей. Ничего не понимаю. Котик.
Ваши чеки снаряжения заполнены. Точно. Надо продать или на склад положить. А как прийти домой? Где я живу? Как понять, где я живу? Нельзя просто телепортироваться туда. Странно. Ладно. Да еще так. Моё. Так, так, может, только с помощью ТП можно? Нет, можно пешком дойти. Опа. Просто я не запомнила маршрут. Сори, тут слишком много всего. Инцендио! Не дотягиваюсь до туда. А как? Все, тупик. Инцендио! Увы. Я не знаю, что делаю, я просто лажу по замку, если честно. Надо подумать, где в школе достаточно высокие места, чтобы там можно было спрятать плюй камни Зенобии. Нихуя себе. Смотрите, какой мужичок. Ревелио. Доспехи тролля. Эти необычные доспехи были созданы специально для тролля. То, что они вообще сохранились, невероятно, поскольку тролли обычно не носят доспехи. И по понятным причинам предпочли бы разбить их в замешательстве или гневе. Прикол. Па-пара-па-па-па. Ревелио. Ларец для кубка огня. Кубок огня находится в этом древнем сундуке, который изящно инкрустирован драгоценными камнями. Кубик служил средством отбора чемпионов для турнира трех волшебников с момента основания соревнования в конце 13 века. Старая штуковина. Так, один плюй камень Зенобии уже нашелся. Не понимаю, что в этом было такого сложного? Не знаю.
Награда за успехи в травологии. Это особая награда прислуживается учащимся 7 класса курса факультета по фенду и мирообучающих наук. В знак признания в выдающихся навыках в области травологии и успехов в работе с самыми разными растениями от мандрагоры до бубнотюберов и прыгучих луковиц превзошли все ожидания. Вы фанатеете? Болеете за чеснок? Ривелио! Зал трофеев. В этой комнате находится кубок школы и кубки по квиддичу, трофеи за дуэли и другие награды, вручаемые студентами. Иногда здесь можно увидеть вышедших за рамки дозволенного студентов, которые начищают серебро как напоминание о ценности тяжелого ручного труда. Вот так вот, значит. Детский труд используете. Ривелио! Что-нибудь еще видите? Сверху еще что-то. Вот. Доспехи домового эльфа. Блин, рыцарь-эльф. Этот комплект доспехов для домового эльфа, по слухам, был изготовлен жестоким волшебником, желающим, чтобы эльф защищал его в бою. К счастью, волшебник был слишком туп, чтобы понять, что доспехи тоже можно считать одеждой. И в тот самый момент, когда эльф надел их, он трансгрессировал, и с тех пор его не видели. Блин, прикольно. Ой. Ривелио! Доспехи кентавра. Это уникальные доспехи были созданы в качестве мирного подношения лидеру кентавров. Дар был отвергнут. Посланнику пронзили стрелой ногу, а саму броню, которая была испещрена следами копыт, через какое-то время восстановили и отремонтировали. Грустно. А мне нравится. Чего это они? Чего они выебываются? Ты меня тут не маши. А где наверх подъем? А вот. Ваши тики снаряжения заполнены. Господи. Слишком много всего у Ниноры. Не может никак определиться с вещами. Все таскает с собой. Ключики. Как говорится, когда-то меня вела дорога приключений, потом мне прострелили колено. Да. Блин, заперто. Надо подумать, где в школе достаточно высокие места, чтобы там можно было спрятать плюй камни Зенобии. Да заперт, там у нас нету заклинаний, мы лохи. Так, короче, народ. Уже поздноватенько. Вот, надо пойти кушать. И все остальное. Я думаю, на сегодня все. Надо как-то сохраниться. Как сохраниться? Через настройки? Можно сохранить? Вот. Как у меня там было? Ой. Блин, не туда. Ва. Всем спасибо за просмотр. Спасибо за 6 мистеру Кременчуку. Еще кто-то был. Сейчас посмотрю. Как выйти из игры.
Fallout. Я заигралась в Хогвартс, сори. В следующем стриме Fallout поиграем. Может быть, завтра. Посмотрю, как пойдет. Когда видосный? А видосный после Fallout. Что-то у меня не прогружаются донатики. А вот вижу, да? Адам Клаб. Да? Адам Клаб. Спасибо. Я шепотом говорю, потому что уже, ну, типа, там, ну, типа, люди уже отдыхают, спят. Уже скоро ночь. Вот. Не хочу мешать. Всем пока-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